Мне нужен враг, чтоб обрести покой, чтоб все бессмысленное стало объяснимо, чтобы роняла искра за моей спиной, пожара ненависти, черное огниво. Мне нужен враг, чтоб можно было жить спокойно, зная, что он где-то рядом, чтоб день со днем сшивала злобы нить, чтоб ложь гремела взорванным снарядом. Мне нужен враг, чтоб был таким, как я, без жалости измученный подонок, бутылкам отбивающий края, слабеющий от старости ребенок. Мне нужен враг, чтоб быть самим собой, когда любовь держу в своих объятиях, ища дрожащей, окровавленной рукой замков секретов. Привет всем. В эфире ДКС, да. Ура. Начинаем разработку миссий. Базу сделали. Кто смотрел предыдущий стрим по ДКСу, создавали базу. Тема, да, Сирии, военная операция в Сирии, про ВВС, ВКС. Сейчас будем миссию уже создавать. Первую миссию надо будет сделать. Ну а там, глядишь, может и вторая, и третья пойдет. Так, ну логично, чем занимается в основном авиация. Даже вот можно историю не читать, конкретный момент. В основном поддержка войск, да, идет. Ну, сейчас вот в современности в основном идет авианаводчики, они работают, да, цели указывают. Так как у нас штурмовая авиация, мы будем играть в основном на Су-25. Понятное дело, нам надо, не знаю, прикрытие, наверное, чтобы с нами летели истребители. Вот задача у нас, значит, будут поражение каких-либо позиций вражеских, там, может где-то какие-то укрепления, может склады боевиков, может там караваны все равно какие-нибудь будут. Вот. Будем всем тем же заниматься, чем, по идее, занимается авиация боевая. Так, я уже тут сохранял, по-моему, файл вот этот. Да, в прошлый раз, когда мы обустраивали базу, мы укрепляли эти блокпосты, потом создавалось там ПВО, в общем, ну, обстановку такую делали. Сейчас еще миссию в папке открою. Вот, значит, особо фильмы здесь создавать я не собираюсь, как это в армии делалось, да, в игре. Задачи у нас простые: выполнить вылет, взлететь, нанести удар по целям и вернуться живыми. Вот. Для этого надо будет сейчас рассчитать расстояние, потому что расстояния здесь большие, пипец. Вглубь, я имею в виду. Карта глубокая. Если смотреть с позиции аэродрома, то летать будем вглубь. Тут вот Алеппо есть у нас. Город же, да, это... Идлиб. Можно вот по Идлибу нанести удары. Это что такое? Это же город какой-то. Эн-эль-Карум. Да, первые миссии будем выполнять на Граче, на обычном.
Будет использоваться грач. Я еще смотрю, что парадром был какой-нибудь. Так, ну вот Абу-ад-Духур. Блин, ну расстояние до него пипец. Далековато. Можно вот этот аэродром использовать. Тафтанас. В общем, есть основная база. Вот. Надо будет еще какую-нибудь дополнительную, чтобы можно было там самолет приземлять, обслуживать. Потому что, ну, не вариант возвращаться так далеко на одном и том же топливе. Да, карта здоровая, конечно. Сколько будет расстояние, интересно? Как можно проверить? ППМ поставить, да и все, да? Ну, допустим, до сюда. Меньше 100 километров, 97 километров. Да я думаю, осилим такое расстояние, почему нет? Так, значит, первая миссия. Взять аэродром под контроль будет. Как Эдуард, мы вот летали с Эдуардом, летаем, играем часто с Эдуардом. Уже, кто смотрит стрим, уже запомнили моего товарища, с кем мы часто сейчас уже выполняем разные боевые игровые задачи. Вот. Мы как-то с ним летали, колонну атаковали, тоже там тоже 100 километров расстояние. Вот, он мне накинул идею, говорит, давай какую-нибудь точку заберем, вот, и как будто это потом станет нашим. Почему бы и нет, давай. Синяя сторона. Вот, выбираю вот этот аэродром. Так, значит, задача нанести удар, разбомбить аэродром. Но опять же разбомбить. Он уже будет захвачен боевиками. Да, у них, может, там какие-то вертушки гражданские будут. Вот, эти цели все надо будет уничтожить. Ну, кстати, сразу идея поперла. Ну, то есть долететь до аэродрома, нанести удары по охране и остаткам вот этой авиации, которая тут останется. Раньше до аэродром типа был гражданский, вертолеты гражданские, там все такое, но остатки остались, и боевики хотят их использовать в своих целях. Вот наша задача, значит, нанести удар по ним. Вот, не дать противнику их использовать. Также, значит, здесь надо будет сейчас сделать очаги сопротивления, где-то ПВО расставить противника, все это, чтобы все это было как-то, ну, не так дико, да, я понимаю, можно в один район их понапихать 500 штук, и ты вообще туда не залетишь. Вот, чтобы это все было играбельно. Так, ладно, уже идея есть первая.
Point. Так, что ты не удаляешься? Что, он так его не удаляет, что ли? Ну тогда вот так вот. Delete. Можно что-нибудь мелкое потом бомбить. Какие-нибудь вот эти. Тоже. Можно, кстати, идею эту на аэродром чуть позже использовать, а здесь что-нибудь мелкие какие-нибудь удары нанести. Так что идей много. Так, ну ладно, первым делом тогда наносим удар по вот этот нафтоназ по нему, а потом уже, может, здесь что-нибудь мелкое сделаем. Теперь что нужно сделать? А, ну вот первая дата, короче. Как раз первая миссия, да? Гроза небес, начало. Гроза небес. Аэродром. Нет. А, ну хотя аэродром. Тавтоназ, блин, это название будет. Нет, вот так вот. Тавтоназ. Привет, купил арму, поздравляю. Да, это та карта, но та самая карта. Так, ситуация, уничтожьте указанные. Так, наша задача уничтожить. Нет, неправильно. Нанести удары по целям на аэродроме, на захваченном. Не военная техника. Блин, как правильно обозначить? Военная техника это у нас у военных, а у этих у бандитов какая техника может быть? Боевая техника. И захваченные вертолеты. Гражданская авиация. Так что, короче, наша задача нанести удары по целям на захваченном боевиками аэродроме Нафтоназ. Основные цели: боевая техника, противника и захваченные вертолеты гражданской авиации. Ну, как-то так. Так, изображение брифинга. Ну, тут эту картинку. Можно картинку потом поменять, сделать другую.
наземная техника. Что такое наземная техника? Наземная техника, она может быть машины обычные. Наземная техника, она разная бывает. Но наземная техника — это любая машина, даже гражданская, она считается как наземная техника. Поэтому поточнее это все-таки будет называться боевая техника. Так, сразу отмечу. Панель рисования. Самое интересное. Нет, не так. Не, ну почти так. Только цвет такой. Толщина. Нет, это побольше надо. Во. Так. Нет, не так. Пойдет. Так, один отметил. Ее можно скопировать, интересно? А, тут еще, кстати, один момент важный. Общий. А, нет, для красных, для всех. Чтобы маркеры были видны везде. Так, это что такое? Что за галочки? Попробую. Ctrl-C. Во, работает. Эй, вот это обратно. Блин, работает-то работает, но ее же надо как-то... Как ее переместить-то теперь? Так, значит, здесь ПВО. Нет, не так. Блин, как их выделить-то все? Да, бля. Короче, фишка в том, то, что надо как-то это захватить все. Блин, проще новый реально нарисовать, чем этим заниматься.
Да, мы сегодня художник еще тот. Давненько я не занимался рисованием. А ты можешь ее перенести? Замкнуть. Нет, он ее не перен... А, вот так вот. Короче, я маркеры сначала сделаю. Да, тут еще надо привыкнуть к этому. Блин, ну что попало, короче, я понял. Так, вот это меньше надо сделать. Это тоже меньше. Пойдет. Короче, две зоны здесь будет ПВО. Это то, что обнаружили. Остальное будет спрятано. У меня погода жарко. Кого из 300 испытать, да? Поверь, оно испытается здесь. Давай врагу поставим его и все, раз тебе так оно нравится. С-300 будет у боевиков. Вот будет веселуха. Так, а вот этот Идлиб тоже надо его отметить. Все, маркеры вырубил, ничего нельзя, да? Панель рисования. Угу. А как его больше сделать? Никак. Заново надо рисовать. Короче, нам надо вклиниться почти в тыл противнику, нанести удар по аэродрому и свалить оттуда. Да, вот так вот. Экстремальный полет. Че, у них тут значки есть?
Да. Весело. Обычных нету, да? Типа сам рисует, да? Блин, а она сливаться будет с красным. Какой еще цвет есть? Синим обвести, что ли? Синий нормально смотрится. Ну, обычно синий и зеленый обозначались всегда на карте. Это твои подразделения, союзники. Красное это уже враг. Ну тут просто и так оно все красное. Дороги красным обозначено. Оно все сливаться будет. Враг. Не, неправильно. Блин, ну а как вот... Это тоже глупо. Ого-го. Надо делать вот так вот. Короче, надо меньше букв, больше смысла. Нет, 125. Ну-ка, что за треугольники? Стиль сплошной. Короче, тут вся зона под контролем, получается, бандитов будет. А тыл у них здесь вот находится вот как раз аэродром, по которому надо ударить. Понятное дело, что там я не буду много всего расставлять, там местами где ничего не будет. Так, вот опять момент вот эти. Надо вот здесь, где вот авторский, меняешь на, допустим, на красный. Те, кто за красных и будет играть, у них все будет видно это.
Так, Сармин. Это что за город? Название не видать. Так, ну это просто я отметки сделал, их можно даже поменьше сделать. Как-то так. Ну, а это вот основная цель. Здесь уже можно так сделать. Так, не текст, а линию. Зону аэродрома еще отметить. Что за сегменты? Овал. А, ширина, высота. Там вообще видно, нет? Что я делаю? Из-за меня не видать, да? Ширина, высота. Заполнить. Блин, а как ее это... Маленько еще прозрачнее сделать? А, это мы вот тоже, кстати, неплохо вот это сделать. Ага, мы цвета меняем. Да блин, мне надо это прозрачно сделать. А, вот, наверное. Нет, не оно. Нет, не то. Не, так-то круг-то вот этот был бы кстати. Так вот как его сделать прозрачным? Вот он, наверное, стиль сплошной. Фига тут приколюхи. Пунктир. Крестики, нолики. Можно так и оставить, по сути. Нормально. Только вот этот крестик. Ага. Я уж не уберу, что ли? Крестики, нолики. А, во. Его можно убрать. Все.
Ладно, так пускай будет. Ну тогда ты будешь без меня лететь. Потому что ты не будешь у меня в звене тогда. Ну, ты как бы можешь летать, но ты тогда не будешь у меня в группе. Нельзя лететь в одной группе на разных самолетах. Только можно поставить, допустим, самолетом другим задачу сопровождать тебя. А если ты хочешь типа в группе работать, то должно использоваться один тип самолета. Такая система. Что за толщина? А? Ширина, высота. А, можно вот такой сделать, да? О, так вот интереснее. Так, ну, художество готово. Вот теперь бы эту прелесть бы все спрятать. Скрыть на карте. Как? Как это скрыть? Чего моды? А. Ну, не знаю, мне не интересно. Я говорю, я вот осваиваю грача и все. Я так понял, ты хочешь просто полетать на самолетах. Не, хочешь, конечно, давай сделаем тебе Су-22. Не, вот я не хочу на них летать. Мне вот, у нас есть два самолета самых основных, вот их осваиваю и все. 3D, да, здесь не хватает, согласен, потому что с 3D можно было побольше, побыстрее работать. Так, самолет, который у нас будет работать. Двадцать 24. А, это надо вот здесь сделать. Горячий старт на стоянке, запуск на стоянке. Горячий старт. Пока стоит игрок, чтобы тестировать, а там, когда уже будет игра, допустим, можно будет в клиентов поставить. Мне вот единственное, что у Грача не нравится здесь, у него нету этого камуфляжа пустынного. У Су-25 СМ там есть камуфляжи разные. Редактор как в старых флешпоинтах и армах, ну да. Я не знаю, что они выпендриваются, делают херню всякую. Вот такой бы редактор сделали, и все бы могли бы создавать миссии. Им же надо сделать. Ой, там для великих программистов, чтобы потом 10 лет потратить, чтобы они создали Armu Reforge на другом редакторе. В операции Flashpoint очень был удобный редактор. Там можно было просто через триггеры ролики создавать.
У меня вообще есть какое-нибудь оборудование? Кроме как пилоны. Блин, я даже не знаю, чем поставить. Че, какой вес? Надо вес облегченный, чтобы был, чтобы можно было пробраться туда. Да это все потом, Эдуард, это не сильно важно, я тебе просто сведу. Это все дополнительно. Ну, мой совет тут вообще не используйте эти моды, потому что с ними потом игра будет лагать. То, что ты заходишь на серваки, и там целый список всякого, извини, непонятного, блядь. Потом думаешь, что у меня с FPS-то происходит? Вот оно то и происходит. Моды-то они бывают написаны коряво. Это же тоже как там в каждом моде есть какие-то скрипты, вот это все. Оно же неправильно тоже иногда пишется. Поэтому все-таки как бы будем стараться моды использовать крайне редко. Как практика показала, еще из-за армы. Вот. Опять же, да, понятно, атмосферу он удает и все такое. И вот в Armory Forge без модов не поиграть. Там скучнота вообще, скукота полная. А здесь, ну, не знаю. Вполне мы с тобой играли, нормально задания выполняли без всяких модов. Дело тут не в модах, дело как тут миссию создашь. Если миссия будет неинтересна, тут и моды нам не помогут. Сейчас задача создать интересный сценарий, чтобы нам можно было летать, при этом, чтобы он был играбельный. Вот. И не сильно легкий. Это вот основная задача. А моды это фигня все. Это все со временем можно будет допилить, так сказать. Так, все, вот такое будет вооружение, значит, фабы, нары, все. Вот, фабами надо будет отработать по... Там будут пару вертолетов и где-то несколько машин. Колонна будет, наверное, ну, что-нибудь придумаю. Так, ветеран. Да, сейчас он ветеран. Нет, ас. Но потом он превратится в клиента, если играть будем. Все, 24-25 ППМ сразу. Много ППМ не поставить грачу. 2 ППМ, по-моему, и все у него, да? Или 3? Сколько у него тут? Значит, первый ППМ ему надо добраться до места назначения. А, ну, можно как последний ППМ использовать как этот, как точку возврата к аэродрому. Ну, тогда 2 ППМа. Слушай, да ты нахрена он мне самолеты-то удалил, блять? Вот редактор, у него тоже есть свои, короче, косяки. Я, блядь, поинт пытаюсь удалить, он берет мне самолеты, удаляет, прикинь. С поинтами. Дебилизм какой-то. Блядь, сейчас опять ставить гемор. Он взял, короче, мне этот поинт, этот из-за ППМа удалил весь самолет.
Интерфейс, я скажу так. Здесь он не такой уж удобный, как в арме. Потому что там как-то все проще. Захотел к поинту, обратился, нажал на него, к самолету. А здесь вот нажимаешь ППМ, он выделяет полностью всю группу. Зачем? Может, я хочу обратиться именно к ППМу. То есть здесь вот эти моменты. И здесь, если что-то нажал, с этим поработал, надо это отжать. Если не отожмешь, будешь дальше с этим работать. То есть такой вот бред тоже. Надо с этим... Ну, к этому привыкать надо. Оп. Все готово. Надо сохранить. Так, первый поинт показывает направление взлета, допустим, сюда. И потом надо будет лететь сюда. Все. Ну а поинт возвращения уже будет... Сам уже выставляешься на возврат, он там есть. Сохранял разве? Ладно уже. Так а важно действие. Вот поинт сделал, допустим. Ну, как бы думаю, сейчас поинт поставишь, сохранишь, а в итоге, видишь, самолет удалил. С поинтом, блин. Вот сейчас опять вот нажимаю поинт. Допустим, хочу нажать delete. Он дебил берет, смотри, самолет удаляет. Вот это геморрой, я честно говорю. То есть получается... Вот, видишь, он постоянно самолеты выделяет. Нафига? Ну-ка, если так. А так ты его не удалишь. Ну, это все, вся особенность. Вот, только так удалить. И опять... А, вот, смотри, как он удаляется. Короче, в самом меню, где points настраивается, там же удаляется, прикинь. То есть, вот кнопка delete, это... До этого технологии еще не дошли, наверное. Вот. То есть, вот здесь надо udel нажать. Вот это надо запомнить, чтобы по 20 раз ничего не рисовать. Так, ну что, мы вдвоем справимся, я думаю. Зачем нам эти истребители? Но я могу нам сопровождение еще самолет поставить. Давай попробуем. Один истребитель, да? Правда, он будет вообще такой бамбук. Его из ПЗРК собьют. Мы-то их обманем, а он будет лететь как конеба. Я не знаю, как он будет. Нет. Я думаю, это глупо он будет. Бот, он глупо будет летать. В жизни, да, может, он классно сопровождает истребитель, там все. Но здесь это такой пипец. Он как хвостик за тобой летает, летает, летает. Пока его не собьют. Он только мешает тебе. Бестолковая фигня. Кого? Ctrl-Z? Не знаю. Пока не буду пробовать. Попозже.
А где тут возвраты? Ну, тут даже вот так посмотреть. Здесь нету отменить. Откатить только есть. Так, ладно, начинаю работать с главной базы. Блин, что мне надо? Мне надо как-то отключить вот эти штуки. Пользовательские объекты. О, вот эти, кстати, можно вырубить, они нам не нужны, по идее. Схемы. О! Все, ништяк. Все, главное потом не забыть их включить. Вот сюда нажимаешь. В ключик. Схемы. Хоп. Вот эти пользовательские объекты тоже нафиг мешаются только. Так, ну мне надо аэродром осмотреть. Что за аэродром ты хочешь? Для этого надо что-то поставить. Подожди, да я что ставлю? Уровень ветеран. Клиент. Нет, не ППМ. В смысле посадка? Что-то какой-то глюк. Да блин, проще самолет поставить и все. Тоже грача какой-нибудь влепил. Запуск стоянки. И где? Где самолет? Я надеюсь, не там. Что, блядь, происходит? А, вот что такое пользовательские объекты. Не, это мне надо. Я думаю, что я не вижу вертушку-то? Ну так это без разницы, военный, гражданская разница. Все равно он боевиками будет захвачен. Даже если проще, если это военный, значит какая-то техника осталась здесь. Суть не от этого не меняется. Все равно его надо бомбануть. А какой это, я не знаю. Может военный. Видишь, я не могу даже посмотреть. Это мне сейчас, чтобы посмотреть, что это за аэродром, это надо поставить технику. А так ты не посмотришь. Так, клиент. Во. Так, старт с грунта, горячий старт со стоянки. Да. Поехали. Нет, не сохранять.
Что значит вертолета у тебя типа нету в управлении? Хорошо, ладно. Тогда сделаю через самолет. В смысле, а зачем он его сюда ставит? Он дурачок? Здесь, короче, база вертолетная, я так понимаю. Причем тут аэродром тогда? Вообще непонятно пока. Он технику почему-то отправляет на вот этот аэродром. Причем тут вот этот аэродром и этот аэродром. Блять, тогда давай сделаем по-другому. Да, вот этот аэродром сделаем красным. И самолет поставим красный тогда. Нет, не самолет, а вертолет. Блять, я не могу элементарно, прикинь, просто посмотреть аэродром. Это такой геморрой. Так, вертушка. Блин, а как так? Ну вот, вроде так, да? Надо вот тот вертолет навестись как-то. Подожди, а чё? Ну игрока же можно выбрать, он что-то не дает выбора. Только мастер. Видите, база вертолетная, у меня вертолетов нету, и я не могу посмотреть ее. Геморрой еще тот, короче. И самолет сюда я поставить не могу, потому что здесь база вертолетная. Вот в чем прикол-то. То есть мне бы от самолета было бы проще оттолкнуться, да? Да, попробуем одну и другую, тогда хитрость. Доступ. А тут и так нету игрока. Сейчас технику поставлю и сделаю доступ к игроку.
Да, просмотр здесь неудобен, это факт. Вот мне опять на грача этого ставит, и все, смотрите. О! Переключился. Что это за полоса-то у них? Ну, ну это какая-то это... Я не знаю, посадочная она вообще нет. Да, это какая-то военная база. Ну, будет гражданская база, какая разница. А можно даже, как и военную, пускай бывшую захваченную, сделать и все. И вертушки разместить тоже как вариант. Почему? Даже проще. Ладно. Поехали. Добавить статический объект. Синяя сторона. Вертолеты. Ну, допустим, UH1, да? Можно разместить. Тут уже сам их размещаешь. Можно сделать уничтоженным, допустим. Уничтожен. И накопировать чисто для атмосферы. Расширенные действия. Так, это у нас как на... Не обязательно такой вертолет. Можно еще какой-нибудь поставить. Почему-то там Ми-8 нету простого Ми-8. Ну так как синяя сторона, наверное, из-за этого. Вот есть только Ми-8 МТБ. МТВ-2. Тоже уничтожен. Так, это что у нас здесь за хрень? Дымок можно добавить. Там же в статических объектах есть у нас эффекты. Большой дым. Плотность. Пресеты. Так. Средний дым с огнем, малый дым, средний дым, средний дым. Допустим, вот этот ангар. Здесь тоже что-нибудь пускай... Здесь большой дым пускай будет.
Вот, это как бы я поставил эти вертушки уже поврежденные, но они уничтожены. А сейчас надо еще некоторые целые поставить, вот там надо их найти, уничтожить, определить где они. Самим уже визуально. Ну, это мы дополнительно уже сделаем. Сейчас я расставляю, создаю обстановку боевую. Вот, охрану расставляю, вот это все. Потом уже будем миссию делать. Ну, то есть задачу. Пост. Тоже вот невооруженные. Это, короче, все военные машины без вооружения. Без орудия, да, получается? А я уже отвык от этого процесса. Это такой процесс классный вообще. Под него засыпать офигенно. О, Игорь, привет. Так, что сюда разместить-то? Ссылкой. Где у них пикапы-то? Что мне стороны добавлять, что ли? Что-то как-то ограничено у них вооружение. ПВО, поезда, ракеты, укрепления, бронетехника. Че, бронетехнику запихали? Да нет, здесь танки, БТРы в основном. ПВО, пехота, поезда, ракеты. Что-то какая-то вообще не густо. Так, ладно, все хорош. Я знаю, в чем дело. Так, сейчас сохраним. Вот, изменение стран. В синюю, короче, надо добавить. Кто там их? США снабжает? Снабжала. Ну, значит, сейчас их туда и добавим. К террористам. Что еще сюда можно? Чтоб выбор техники был. Причем тут СССР вообще? Если есть Россия, причем тут СССР? Я просто не могу понять, в чем логика вообще. Все достаточно.
Я надеюсь, у них пикапы есть у кого-нибудь. Так, объединенные. Нет, давай попробуем вот этих. Наземная техника. А, ну подожди, нет, это статический, это не то. Мне надо вот это. Что у них тут есть? Видишь, единственное, у них же это тоже, как и наша техника есть была, да? Да, там есть СССР. Ну, подожди, давай проверим, короче. Отечественная техника за синюю сторону мне нужна. Вот эти Уралы, Зушки, всякие пикапы, если есть там что-нибудь. Вот, может это вот это мне роль сыграет. Не знаю, может посмотрим. Шилка есть, все, ни хрена больше, блять. А где у вас эти Уралы-то? Что с техникой здесь? Это вообще мало-мало. Или она где-то в другом месте находится? Пехота. Пехота, понятно. Бронетехника. Это такая вся. Вообще, блять, ни пикапа, ни хрена нету. Ну. Не знаю, как тут ставить технику, если у тебя ограничения уже. Как так, блядь, ни пикап нету, нифига. Не вооруженный только если ставить. Но я видел, здесь есть пикапы с пулеметом. Они здесь есть. Только у кого они, я не знаю. СССР за нас. Здесь артиллерия, бронетехника, невооруженный, ПВО, поезда, укрепления. Ну давай посмотрим, что у нас за красную сторону. То же самое. Бронетранспортерный, противотанковый, разведывательный средства.
Если мы вот так поделим. Подкласс. Боевые машины пехоты. Это БМПшки, да? Бронетранспортеры это БТРы. Противотанковые. Разведывательные. Ну и все. Невооруженные. Машины обеспечения поддержки, гражданские автомобили и средства. Обеспечение и поддержки. Это просто военные машины снабжения получается. Так, ПВО, значит, какие у нас есть? Зенитная самоходная артиллерия. Вот, ЗУ-23 на базе Урал. Блин, ну где машину-то взять, пикап? Вот тоже вопрос. Я где-то их здесь видел, но... Вот за кого, не помню. Блять, пока искал, уже устал, честно. Вымотаешься, пока ты что-либо найдешь, такой геморрой, пипец. Я вот больше всего устаю от вот этих расстановка объектов, это пипец. Сейчас я подойду. Так у меня стояла же это объединенная группировка же. У меня же она стоит. Так, ну ладно. Сделаем по-хитрому. Вот объединение, объединенная группировка красные. А ты имеешь в виду про что? Вот, красный у меня объединение, объединенная группировка синяя, ну. Так, давай эту добавим сюда. У них есть техника. Вот. Можно их добавить. Так, в итоге это не надо. Это не надо. Это тоже не надо. Это не надо. Эта игра изначально у нас была сделана Россия против Грузии.
И там вот у них была техника отечественная. Но пикапов там тоже не было. Не знаю, пикапы здесь, где их брать. Статических только, наверное, они, да? Вот они, видите, они в статических есть. А, боевая машина, БМ. БМ называется. Давай, хорош, это, удачи. Заходи. БМ. Так, БМ Кор, да? Ищем. И нету. А, вот. Невооруженные. Нажимаю ПВО, тоже нету, видишь их. Мне просто интересно, а где тогда они вообще? Ракета. Искандеру можно ставить. Артиллерия. Бронетехника. А, вот они. Так это как бронетехника считается. Ну, наконец-то я их нашел. Ну что, буду расставлять теперь. Получается, вот они, заходишь в объединение, объединенная группа семьи, бронетехника, и вот они, боевая машина здесь в списке. ДШК, Корт и все такое. Так, один с Кордом будет, другой. Один ДШК, другой Корт.
С пехотой тоже все необычно. Не знаешь, кого ставить. Таких вот только... Блядь. Только если таких... Это гранатометчик. А, вот. С калашом есть. Раз, два, три, четыре. Третий, допустим, пулемет. Четвертый пускай будет гранатомет. Все, вот они. Так, а что хотел-то? Это вообще у меня на пост. Укрепление. Здесь можно дот сделать. Но опять же дот. Нам вот этот дот, что он есть, что нету. Ну, кстати, его можно сделать как цель для нас, да? Что за дот? Ой, прелесть какая. А, блядь, нет, точно. Сторожевая вышка. Здание с огневыми точками. Нет, это не хочу. Мне не понравилось. Ну вот, в общем, вот здесь вот в этих списках ищешь всякую технику. Главное, чтобы это что-то было приближено к твоему событию, а то можно инопланетян поставить, летающую тарелку, ну, если мод добавить. Зенитная установка на базе. Блин, слушай, опасная, наверное, штука вообще. Не, а есть просто зенитка. Вот она в укрытии. Ну. Несколько зениток будет у нас. Я даже сам, вот я их быстро ставлю, я их не запоминаю, где они, мне вообще пофиг. Ну, чтобы интереснее играть было. Так, вот эти машинки можно использовать, но можно сделать вот такую вот штуку.
Первая машина на базе, допустим, такая. А вторая машина будет такая. Добавим им по дороге, чтоб ехали строго. ППМ раз. ППМ 2. Это будет патруль. Не, знаете, еще момент здесь нельзя, вот курсором нажимаешь на карту, как вот обычно в редакторах, и чтобы выделенка сама исчезла. Нет, здесь вот, если вот у тебя добавить включена кнопка, ты будешь их добавлять. Такой вот геморрой. То есть, чтобы вот этого не было, надо нажимаешь изменить, и тогда ты можешь работать вот так вот, перемещать его. Так, игроку не надо доступ. Почему? Не понял. А почему у игрока доступ? Не надо доступ игроку. Смотри, он загорается, доступ игроку. Зачем? По идее, я должен сам эту галочку ставить, если мне это надо. Она, видишь, автоматически устанавливается. Такой момент. Ладно, сейчас аэродром обустрою. Потом будем уже все остальное. Значит, патруль. Можно по кругу его отправить. Сюда, потом по этой дороге. А тут момент один. Так, потом сюда, но вот эту машину надо будет убрать, она будет мешать. Так, 8. Добавляем. Следовать к ППМ нулевом. А почему он? Ну, давай к первому. А, вот. ППМ 0, все. Все, они по кругу должны ехать. Так, теперь им надо поставить задачу. Настройка поведения. Готовность. Боевая готовность. Так. Вот с ПЗРК надо будет повнимательнее, потому что для нас это очень серьезное орудие. Оно нас махом сбивает. Я имею в виду, что их надо ставить, но не так много. Тогда бессмысленно выполнять задачу, если их будет много. Они нас стопудово собьют. Поэтому ПЗРК, скорее всего, я расставлю вот как раз в отмеченных городах. Так, здесь, значит, на самой территории. Танки. Т-55. Раз, два. Один будет Т-50. О, пустынный есть. Один Т-55, а второй
Т-62 пускай будет. Тоже сделаем патруль. Будут по аэродрому ездить. Также здесь у нас будет пехота, несколько групп. Чтобы... Так, это удалить. Блядь, нахрен ты меня поставил? Проще вот эту скопировать, да и все. Так, по поводу скорости техники, это тоже важно. Они же могут быстро ехать. Так, сколько? Ну, 10 20 километров. Здесь этот патруль. Тоже где-то 20 километров. Пускай ползают. Так, а танки-то у меня игроку, надеюсь, недоступны? Доступны. Блять, как меня вот эта фигня выбешивает иногда. Без моего доступа открывает игра сама доступ к тому, чему я, вот, допустим, вообще против. Так, один патруль готов. А у этих такой маршрут будет. Также на самом аэродроме надо будет поставить, ну понятно, сейчас технику надо будет поставить, машины снабжения, которые нам надо будет уничтожить, и вертушки, допустим. Также подавить вот эти, уничтожить технику надо будет. Ну, хотя нет, у нас вооружения столько не хватит. Ну, нам надо будет отработать фабами тогда уж по снабжению и по вертолетам. Вот, а бронетехника будет дополнительно. Но фабами мы ее навряд ли уничтожим. Ну, ракеты бы желательно. Ну, ладно. Да, у Грача есть одна вот эта особенность, что у него много не повесишь. Если у Су-25Т там можно было вихри 16 штук прицепить и летай, да кайфуй, то здесь нет.
Какие моменты, значит? Если вот здесь работает добавлять, удалять, это просто поинты идут. Вот, настройка поведения в самих поинтах. Можно сделать, допустим, поведение изменить в любой момент. На любом поинте. Вот сейчас, так как я шилку ставлю, я и поинты не ставлю, она просто будет у себя находиться на позиции. Вот, я просто поведение добавляю, все вот здесь. Настроить опции поведения. Готовность. Боевая. Так, значит, сейчас вертолеты надо будет поставить. Те, которые надо будет поразить. Это я пока эти вертолеты ставлю, которые уничтожены были. Вообще это вертолетная база. Типа боевики ее себе прибрали. Вот. Была она, пускай военная, пускай была. Вот. Технику часть себе не забрали. Что еще можно поставить? Бронетехника. БМП-2 на взлетке. Кстати, бэхи они опасные. Я так скажу. Они хуже еще шилки бывают, если низко летать. Сбивают хорошо. Почему стратегия? Создаю обстановку, чтобы было понятно, что мы летим не просто на полигон, а у нас здесь захваченная база боевиками. И боевики тоже неплохо ее защищают. Сейчас пару сек кваса налью. Ну и вот. Так. Основное уже почти готово. А это еще у нас опыт с этого, с армы. Количество, не качество. Вот. Не надо много ставить всего. Просто создать движение, обстановку. Ну и где-то защиту, чтобы что-то где-то было. Тут, кстати, тоже можно что-нибудь расположить, а то как-то вот эти пустые места, это вообще не в тему. Здесь можно машины поставить, статические.
Вот автомобили. МАЗ. Почему бы и нет? Раз. А, тут нельзя их. Да. Ну, можно их скопировать. Вот так вот нажать на Ctrl-C, Ctrl-V. Что-то тырят. Это же тоже машины этих бандитов. Что-то вывозить отсюда, допустим, собрались. Чего бы нет. Так, какие тут еще можно поставить? Пускай Урал будет один. Этот. Что за БМП? БТР-60 пускай. Прикрывает Урал. Цент. А где у него БТРа нету? В пустыне. У меня погода до 30-ка где-то. Да, я с вентилятором сижу. У меня нормально. Дома хорошая погода. На улице жара. Так, здесь что за технику поставим? БРДМ 2. Турмалютка. Нет. Вот опять же. Доступ к игроку. Нет. БРДМ будет не одна. С ней будет пехота. Я люблю, когда вот он мне с этими, блядь, поинтами все это копирует. То же самое, когда хочешь поинт удалить, он тебе берет, удаляет всю пехоту с ними. Да, интерфейс, конечно, здесь привыкать надо к нему. Значит, ПЗРК будет у меня стоять там, где машины снабжения будут. Они будут его охранять. Их. Чтобы они отличались от обычных, их надо сделать полувоенными такими. Там Уралы, КамАЗы, что-нибудь такое. Так, теперь вертолеты. Те, которые сохранились. Ми-8. Подожди, ну-ка мы их можем статическими поставить тоже. Вертолеты. Ми-8. Экспедиционное авиакрыло США. Стандартно пускай будет. Так, один вертолет сюда.
Оливковое вымышленное. Окраска. Гражданский пускай один будет. Блин, а вот тут тоже надо их сильно в разноброс не раскидывать, потому что фабов у нас не хватит. Их же надо уничтожать. Короче, вот эти получается 3 вертушки. И еще 24-ку одну поставлю, так что быть. Рядом поставим машины снабжения. Типа их уже хотят это использовать. Вертолеты эти. И мы их обломаем. Опять же, куда? Статический объект заходим. Вот по вот этому можно обращаться. Я же смотрю, что имя тоже использовать для этого. Мне же надо обратиться, проверить, уничтожил ли эту единицу, нет. Так, это машина спецоборудования. А мне нужен заправщик. Есть? Вот они, заправщик. Можно такое использовать. Так, 2 заправщика здесь. Такой пускай будет. Оп. Пехоту. Блин, а почему командира нельзя отодвинуть отдельно? Так, здесь, значит, 2. И этих 2 тогда. Надеюсь, они не побегут там к своему командиру. Хотя могут. Машины, которые уже награбили ресурсы с этого аэродрома, будут стоять здесь. Колонна. Тоже надо будет их уничтожить. Так, а их будем делать мы через не статические, а через обычные. Так, невооруженные.
Боевая машина Хаммер, что ли? Сейчас надо вот так вот сделать. Раз, два, три. Ну, допустим, 5 единиц. 5 из-за меня не видно, да? Ну вот Хаммер, допустим, первую машину ставлю. И вот здесь отщелкиваю. Сколько вот мне надо примерно техники сделать? Хочу 5 единиц сделать. Раз, два, три. Да ты нахрена ты мне тут ППМ? Тут особенность. ППМ-ку ставит сразу. И еще одну единицу. Ну, допустим, первая машина. Не обязательно Хаммер ставить. Можно сделать, допустим. Зенитная установка на базе Урал. Вторая машина. Пускай будет... Не такой. Пускай будет такой вот заправщик. Следующая машина, третья. Тоже какая-нибудь спецмашина. Наземного питания какая-то. Так, не обязательно, чтобы она была пустынного, пускай будет разная. В жизни у нас не везде наша техника военная совпадает по цветам, особенно если в зоне боевых действий. Бывает вообще зеленая, другая какая-то желтая, третья там вообще камуфляжная. Так же, как и солдаты одеваются. Это только в строю, а не в армии все одинаково. А на самом деле где-нибудь в бою кто в чем, блядь. Лишь бы чтобы отличили друг друга. Наоборот, когда техника отличается цветом, вот, она более правдоподобно выглядит. Авиация, допустим, вот если где-то бой идет, вот, там бывает вертолет, один камуфляж, другие камуфляжи какие-то, где-то какие-то пустынные, где-то зеленые. Так, две спецтехники есть, теперь здесь охрана. Пикап еще поставлю. А, нет, это бронетехники. Боевая машина, где она? Вот она, корт. Что здесь вообще цвет по-моему, не меняется нифига. Ай, ладно. Так, и замыкающая машина. Грузовая обычно. Что за машина маяка? Вау! Прикольно. Тягачем можно. Это все какое-то уже прям сильно спец. О, пожарная пускай будет. Ой, ништяк. Не, ну а что, им что, пожарные машины не нужны? Возле них будет пехота.
скопление. Раз, два. Сделаем так, чтобы они не это... Кто-то гуляли, кто-то стоял, разговаривал, допустим. Ну это надо тогда вот так сделать. Да не так, блядь. Он берет мне их, удаляет. Давай тогда вот так сделаем. Вот как их? Вот их так не удалишь через лет. Короче, их, чтобы убрать, тебе придется вот так делать. Тык. Уменьшать вот это число. Вот, все, вот я их двое сделал. Двоих. И теперь я хочу сделать, чтобы они двигались. Патрулировали территорию. Все, готово. Теперь расчет ПЗРК. Один придется поставить. Ладно, не будем использовать Стингер. Будем использовать другой какой-нибудь. Потому что Стингер, он для нас будет сложный. Ну, мы же все-таки игру создаем. Можно, конечно, сделать так, чтобы жопа горела, но тогда играть будет неинтересно. Поэтому хотя бы со стрелой справиться или иглой, что-то. В общем, расчет состоит здесь тоже из 3 бойцов, операторов. Идет, значит, у иглы, кстати, двое. Подожди, игла С двое у них, командир и стрелок. А вот игла обычная идет командир, стрелок и стрелок НФВ. А если мы сделаем иглу С, допустим, командир и стрелок. Нет, мне надо... Вот они. Командир и стрелок. Сюда их поставлю. Все. Основная точка, где надо выполнить задачу, готова. Больше здесь ничего не надо. Единственное, надо будет это имена присвоить, чтобы потом с ними работать. Если я конкретно хочу какую-либо цель уничтожить, в этой цели должно быть имя обязательно. Я же не могу к ней обратиться. О, синий вертолет. Зеленый. Логично, что нужно имя. Допустим, вот. Мне надо Петю уничтожить. Конкретно вот Петю. А есть вот, допустим, там имена там вот из этих имен надо вот одно какое-нибудь выделить. Так. Поехали. Имя. Статистика, имя юнита. Так, имя. Ну, допустим, таргет 1. Второй вертолет. Таргет 2. Можно так вот. Таргет переводится с английского цель. Вообще, если ты работаешь в иностранной игре, это же иностранная игра, желательно бы все имена работать только латинскими буквами. Русский здесь, я вот не знаю, вообще прокатит, нет он здесь. Так, 4 цели есть. Это вертолеты наши, которые надо будет уничтожить.
машины снабжения. Все, что вокруг, оно неинтересно. Главная основа — это 2 машины снабжения. Таргет 0.1. А, это имя группы. Блять. Это не так. Это не то. Таргет 0.1. Нет, не то, не то. Я им группу изменю. Так, мне надо обратиться именно к машинам. Имя юнита. Таргет 0.1. И 0.2. Вот, дополнительные цели, значит. Группа 24. Да ну, по группам запоминать гемор. Хотя, видите, можно по отдельности, говорю, обращаться. Можно по группе. А здесь, так как 2 танка участвуют, можно как группу ее сделать. Давайте сделаем группу. Просто запоминать вот это граунд 24, такой геморрой. Сейчас будет граунд 25, граунд 26, граунд 27. И знаете, сколько групп будет? Это пипец. Вот нажимаешь, допустим, даже на пехоту. Вон, граунд 25. Как иголку в стоге сена надо искать. Граунд 33. Ну, вот такая вот тема. Либо просто, так говорю, самый простой вариант обратиться. Давайте все-таки через танки. Так, танк 1. Все же так попробуем. Танк 2. Танк 3 пускай будет. Шилка будет 4. Но мы не сможем их уничтожить всех. У нас не хватит боекомплекта. Поэтому я даже не вот сейчас вот думаю, так. Понятное дело, я сейчас напишу тут имена, все. Только чем мы их будем уничтожать? Пушкой. У нас фабы будут. Ну, я не знаю, если мы можем ракеты как бы зарядить тоже, но тогда нам не хватит нанести поражение основным целям. Потому что ракеты, они в основном работают точечно, а фабы-то они могут количество уничтожать. Так. Список групп. Синие. Я просто танк 4, танк 5. Все, готово. Гражданских ставить здесь не надо. Гражданские включаются в настройках графики. У каждого, по-моему, индивидуально. Если у тебя компьютер вытягивает, ты их можешь включить. Наверное. Так как-то оно работает.
Так, вот эти города были отмечены, что они типа под контролем врага. Здесь надо что-нибудь разместить. Сделать атмосферу. Так, средний дым. Дым раз, дым два. Большой дым. Огромный дым. Сейчас я дымы сначала создам. Визуальная атмосфера, что здесь идут бои. Здания, по-моему, здесь тоже можно разрушать. Вот, но особо особо это не будет в глаза бросаться. Это как просто текстурка сломанная будет. Все. С высоты особо ты не увидишь ничего там такого вау. А что, плотность только 0,1 и все. Так, ну большой дым, значит, будет здесь. Там, где большие здания, там будет большой дым, типа. Огромный дым. Здесь пускай будет тоже большой, ладно. Маленькие здания. Просто нелогично, блин. Туалет сельский стоит и дымит таким дымищем, как будто, я не знаю, цистерну взорвали. Все, достаточно. Так, раз, два, три. Здесь дымок один сделаем. Я не знаю просто, как еще FPS работает с этими дымами. Надо будет посмотреть. Они же какой-то эффект все равно постоянно работают. Это нагрузка. Графическая нагрузка идет. Ну чё? Запустимся, посмотрим. Что тут насоздавали. Это там еще надо будет сейчас расставить патрули небольшие, какие-нибудь посты, чтобы пусто не было. А то же как оно бывает. Пойду пролечусь, посмотрю, кто там в этом городе. Я помню, вот в операции Flashpoint, вот что мне нравилось. Опять же вспомню, конечно, это... А, кстати, они как симуляторы тоже считались, эти серии. Вот, допустим, дается основная база, где-то что-то выполнить, там, диверсию. Есть еще дополнительные базы вокруг. То есть ты можешь и на них залезть, еще какую-нибудь пакость сделать. Также и здесь, вот у нас есть основная цель, а может мимо будем пролетать. О, машинка стоит, дай-ка я по тебе постреляю с пушки. Нет, ну вдруг. Почему бы нет? Так, это все наших показывано. Мне надо врага посмотреть. Вот он, враг. Так, контур F11, да? Во, свободная камера. Поехали. Вот такие вот дымы. Мощные. Бля, они что такие мощные прям. Их еще ветром раздувает, пипец. Так, это вот пост. Бля, где он? Вот он, пост. Здесь вот у нас патруль поехал, вот он.
Надо будет посмотреть, как у них этот повтор это маршрута будет, нет, работать, проверить. Вот они, разбитые вертолеты, которые я ставил статически. БМБХ работает. Вот вертолеты, которые нам надо будет уничтожать. Это вот боевики, что успели себе затрофеить, они хотят это сейчас использовать для себя. Блин, почему они все сидят, я не могу понять. Я их вроде это положение сидя им не прописывал. Так, где тут мои еще техника где-то? А, вот они катаются. Так, теперь в общем посмотрим, как это все выглядит. Те вот дымы, которые стояли. О, нифига тут расстояние, конечно. Ну, пожалуйста, город. Мощные дымы такие, да, прям. Но они будут ресурсы жрать, мне кажется. Самый город большой, это вот этот. Здесь несколько дымов. Это вот наша база, которую делал на предыдущем стриме. Карта классная, мне нравится. Здесь уже где-то машины стоят. Какие-то вот, допустим, машины. Это не я ставил, это уже здесь все было. В основном у нас здесь это, посты расставлены везде. ПВО тоже есть. Панцири, ЗРК есть. Вот он, панцирь стоит. Рабочий С-300 стоит. Уже проверяли. Целый расчет. Запускали его. Долго думает, но метко стреляет. Несколько установок. Ну все, так-то уже это. Сейчас еще немного в этих городах, где дымы вот эти сейчас ставил, надо там чуть-чуть кого-нибудь поставить, и все, можно уже процесс создавать. Расстановка уже готова. Я вот единственное со статическими объектами еще не работал, первый раз буду работать, так сказать, экспериментальная тема. Это вот именно вот статический объект. Он будет интересно также уничтожаться, как и юнит. Не знаю, значит, этого. Ну, показал, как расставляются. Теперь давайте доделаем. Расстановку показал уже, как все делается. Можно теперь создавать. Что за хрень? Блин, а вот так смотришь вообще классно. Ну, а вот так смотришь вообще не классно.
Смотря под каким масштабом смотреть, да? Короче, с этими городами шутки плохи. Вот. Почему? Желательно бы не выпендриваться, туда не залетать. Вот, потому что там у нас будут стингеры. Стингеры берут высота 3500 минимум, максимум, по-моему, да? 3500, по-моему. Ну, я не знаю, мы будем на грачах летать на 3500? Я думаю, нет. Так, расчет командир, стрелок и стрелок НВФ. А, подожди, тут целый вон. Нифига, наводчик и стрелок. Командир, наводчик и стрелок. Костя, привет. Командир, наводчик и стрелок. Командир есть. Наводчик. Стрелок. Командир, наводчик, стрелок. Все, расчет готов. Да. Да, купили карту, ну. Сирию приобрели, ну. Классная карта, мне нравится. Вообще красивая, эффектная. Вообще вот сейчас еще миссии будем выполнять здесь. Обалдеть. Так, здесь, значит, будет ПЗРК, а здесь шилку какую-нибудь воткну. Не, надо что-нибудь иностранное воткнуть. ЗСУ Гепард, допустим. Во. Что за Гепард там? Угу. Рядом пехоту поставить. Интересно, здесь есть... Вот я единственное бы какой мод бы сюда подгрузил. Это пехоты. Не хватает пехоты. Одна чеченская пехота какая-то и все. Бандиты из Чечни, чеченских компаний. Больше нифига здесь нет. Вот пехоту я бы сюда бы добавил мод стопудово. Потому что, ну, не хватает ее. Че ты? Эй, не надо. Не таких ребят. Блин, я этих скопировал опять ПЗРКшников. Не пехоту надо. Обычно. А, вот оно. Так, на окраинах есть. Ну и в городе какой-нибудь танк один бы поставить, и все. Хотя, что он там будет, что он не будет, его там все равно мы не увидим особо. Тем более в таком городе большом. Если конкретно не указать на него, навряд ли мы его увидим. Поэтому не нужен здесь никакой танк. Здесь тоже будет ПЗРК. Но будет уже не стингер. Здесь будет уже игла. Командир. Стрелок. Не, подожди. Командир, стрелок. Стрелок НВФ. Вот это... Ну, пускай так будет.
Что еще поставить? Зенитная самоходная артиллерия. А вон Урал, Зушка пускай будет. Дайте угадаю, гепард тоже доступен игроку, да? Ну, конечно. Вот пехота же, она не выставляется. Доступен игроку. А почему гепард-то выставляется? Техника вот непонятно вот это. Картинку надо еще сделать для загрузки. Ну, картинку я беру с документальных этих всяких, вон, на просторах интернета. Что там, самолетов мало летало в Сирии. Так как тема с авиацией связана и уничтожение объектов, то можно что-нибудь найти. Можно самому заскриншотить, но это вот надо делать, как я, свободную камеру включаешь и летаешь. ЗРК, что ли, где-нибудь херачить одну маленькую, такую старенькую. Ну, потом же это все надо будет корректировать. Ну, где-то что-то убавить, где-то добавить. Это же все со временем. Сейчас-то понятно, ты как бы фантазируешь, сидишь тут. А потом-то... А вдруг сложно играть будет? Сильно прям. Уже начинаешь думать, ага, здесь, наверное, ПВО надо убрать, лучше что-нибудь зениточку маленькую поставить и все. Может, я на гепарде попробую тебя сбить, когда ты на сушке будешь. Да ты на граче задание мне помогай сделать. Блин, вот поиграл в этот Arma Reforge. Тебе там хватит заданий в этом Reforge. А здесь мы на самолетах летаем. Какие гепарды? Это уже какой-то Battlefield у нас будет. ПВП. Тебе тут поверь, там здесь уже полеты не такие будут, как мы с тобой летали в предыдущей миссии. Здесь уже миссия будет ого-го. Уже надо будет постараться сделать ее. Что это такое? Да, блядь, что ты мне... Что такое ставится вообще? Какой грач вообще в поле? Блин, тут вообще нажимать на карту опасно. Нажмешь, что-нибудь поставишь. Тем более это синяя сторона. Ты же будешь красную выбирать. Даже если доступ игроку, допустим, оставит, что за синих будешь? Так это мод нужен, чтобы технику использовать. Вроде как, ты же сам не говорил об этом. ЗРК я поставлю где-нибудь здесь. Какую-нибудь такую старенькую. О, можно бук поставить. Такой милый. Нет. Нас все не будет уже. Знаешь, что можно поставить? Ну, это такая штучка, я бы сказал, опасная. Залупастая. Так, а что у него там? Кого выключено? Так, настроить поведение, готовность. Боевая. Оп. Легенда Армы. Это, короче, тот же Стингер, только на колесах и пускает несколько ракет за раз. Интересная штучка.
Вот, а сюда что-нибудь еще можно влепить. Что это такое? А, патриот? Не, давай без него. Это уже совсем перебор будет. Вон, вулкан. Нормально. Пойдет. Вот, эти ребята, они не будут тупо стоять, они будут ездить. Эдуарда ждать будут. Иркут, привет. Будут ждать Эдуарда. Угу. Я хоть руку себя разработал на клавиатуре сейчас. Вчера вообще не мог ничего сделать. Сейчас разрабатываю уже понемногу. Ну какой компьютер полезный, а? А по мне тоже она стреляла. Да, Венджер он. Но он, я бы не сказал, что он жесткий такой, но пропустишь ракету. Поджигает нормально. Не, мы не летаем уже на этих самолетах. Мы летаем на грачах и на СМ-ке. У нас маленько уже такие задачи. Это вообще уже Сирия. Мы уже в Сирию уехали в командировку виртуальную на самолете. Так что... Так, я вот еще здесь что-то хотел поставить. Зенитку ставить маленькую. А что она там мало берет? Шилку, наверное, какую-нибудь. Ой, у нас будет звук вот этот пи просто на протяжении всего полета. Пи-пи. Будем пипикать. Ребята, Иркутск у вас знаменитый пипец. Я только успеваю новости про него читать. Что там, все сложно, да, с топливом, блин? Люди, я говорю, чудят там пипец жестко. Всякую ерунду творят. С бензином. Тут опять новость читал. Я просто, это, Эдуард, не могу тебе ее перебросить в твою эту программу. В Максе их выкладывают. А, ну в телеге. Как всегда, лайк, подписка. Благодарю. Блин. Нет, мне кажется, рядом. Ничего попало будет. Надо будет переместить ее. Понятно, значит, Иркуты, у вас все летают. Не, ну... Ты вот меня когда-то научил летать на граче. Приборы эти, все. Я до сих пор летаю, как бы... Ну, не зря твои уроки прошли. Я тебе благодарен. И за самолет, и за учебу. Так что я у вас вообще не зря на серваке побыл. Я научился летать на граче. Хотя ты помнишь, как я к нему вообще относился. Он мне вообще не нравился. Я только Су-25Т более-менее на нем еще что-то мог делать. В смысле, ты из дома не вылазь? А как работаю? Ты все не ездишь? Ты же дальнобойщик.
БМП Лав. БМП Лав пускай будет. Ну, я вот читал, как бы так, мельком, у боевиков в Сирии техники хватало. Помимо как оборудования, тоже у них всякое там было. Плюс они еще это, креативничали, они создавали машины всякие с пушками. Там что только они не создавали, это пипец. У них вот все было, много орудий на пикапах всяких было. Но здесь выбора такого нету, здесь только пикапы есть с этим, с артиллерией, ой, зениткой. Пикапы зенитка есть. С кордом. Так, лавки сделаю. Я не любил в редакторе армы заниматься вот этим. Это вообще вот не мое это. Мне нравилось делать процесс. То есть уже прописывать вот эту всю процедуру, как задачи выполнять, условия, вот это все, музыку добавлять, там вот это диалоги, вот эти тексты. Вот чем я занимался. Ну, мне приходилось, конечно, все делать, но мой любимый процесс всегда был это вот именно сам процесс, а не вот эти расстановка человечков и танков. Даже помню, как-то мы с кем-то совместно делали. Я говорю, давай ты сам все расставишь, а я сделаю. В итоге там такое понаставил, я сделал, и в эту миссию вообще играть никто не смог, потому что она была просто пипец какая сложная. Там на каждом балконе снайперы, гранатометчики, просто, ну вот как тараканов в доме, вот только пехоты. Это кошмар какой-то, блядь. Да, если вот... Почему-то все думают, чем больше пехоты в городе, тем интереснее. Хотя я всегда говорю, количество, не качество. Можно расставить их там 5, но расставить так грамотно, что они будут как толпа работать. Да, я видел, у тебя там сезон полетов начался. Ну, а у меня он и не заканчивался. Я как и летал, так и летаю периодически. Ну и все, наверное. Все, я думаю, этого достаточно. Сохраняю. Все, миссия готова. Именно построение миссии. Объекты. Теперь остается создать сам процесс. До зоны боевых действий полет 97 километров, почти 100. Вот. Да, хотелось бы, конечно, аэродром тут, но это у нас вертолетный аэродром. Вертолетная база. Здесь вот эта полоса, она, я не знаю вообще для чего. То есть здесь самолеты не расположить. Поэтому рядом у нас, к сожалению, аэродромов нету. Придется, наверное, нам еще баллоны вешать. Сейчас я посмотрю. Наверное, придется с баллонами еще лететь. Ну да. Ё-моё. А вес-то большой будет. Так, а это снять, если немного уменьшится. Придется топливо убирать немного все равно. Я так делал. Я вот на Су-25Т когда летал, я баллоны вешал, но все равно топливо скидывал немного. Ну, конечно, там будет уже не максимально, но не стандартно, как без них. Все равно дополнительное топливо будет. Блин.
Но там нужны бомбы. Не, мы скорее всего с Эдуардом, если будем играть, мы с ним рассчитаем так, чтобы у нас по фабам и по ракетам было. Ракеты тоже будем использовать. Допустим, Эльки можно взять как вариант, да? Уже топливо чуть добавить. Ну тогда нам придется фабами отработать. Именно там цели будем делить. Ну там надо будет думать, как. Копия. Ну что, сделаем условия для основных задач. Так, здесь что у нас? Здесь описание уже есть. Наша задача — нанести удары по целям на захваченном боевиками аэродроме Нафтонас. Основные цели: боевая техника противника. Нет, не так. Захваченные вертолеты сирийской армии. Вот. И уничтожение. Блин, как обозначить? Нет, не так. И колонна снабжения. Основные цели: захвачены вертолеты сирийской армии и колонна снабжения. Так, сирийская, ладно, сделаем. Колонна снабжения боевиков. Нет, даже не колонна снабжения. Колонна спецтехники. Специальной техники боевиков. Там же не колонна снабжения, там специальная техника. Но твоя окраска осталась до сих пор. А чё у них нету этих пустынных окрасок? Кстати, несколько стримов с твоим окрасом проводил. Там, где триколор на хвосте летали. Сейчас там надо пустынную окраску. Мы тут на Су-25 СМ даже выполняли задание уже. Сейчас вот будем делать скоро. Вот следующая миссия будет на СМ-ке в Сирии. Сейчас будем на Граче выполнять. Потом на СМ-ке. Так, ну чё, поехали. Самый основной процесс веселый. Там нормально видно все. Самый основной процесс заключается у нас. Так, подожди. Здесь все включил. В основном миссия здесь состоит из вот этой колоночки. Триггер. Триггеры. Создается триггер, создается условие, создается действие. Триггер — это какое-либо событие. Можно сделать зону триггерскую и создать в нем событие. Вот. Вообще все в любом редакторе, в любой игре все создается из правил и действий, так сказать. Вот. Ну, самое элементарное. Ты добрался до места, там сработал вот триггер. Проверил, что ты добрался до места, и затем что-то происходит дальше.
Либо играет музыка, диалог, либо задача выполняется, либо там другая задача появляется, либо тебя там убивают, либо ты кого-то убиваешь. Короче, так вот оно все придумано. Вот. И так вот любая игра, она даже сама игра сама по себе так, скорее всего, построена. Вот ты сел в самолет, у тебя какие-то действия появились. Ты можешь там запустить его, там, не знаю, наоборот, если он у тебя заведенный, заглушить его. Вот такие моменты. В нашем случае надо сейчас сделать триггер. Это значит взлететь, появиться на базе. Мы появляется на базе, идет оповещение, игра нас оповещает, вылетаете, выполняйте задание. Все, прилетаем мы в зону. Вот, там у нас идет оповещение, допустим, что все, мы в зоне, атакуем цели. Вот, кстати, можно сделать фотографии этих целей как вариант. Давайте сделаем. Для таких заданий обычно так и делается. Так как это у нас современный бой, вот сейчас можно сделать что-то типа как со спутника фотографии, да, допустим, с беспилотника фотографии. Ну, короче, можно хорошее фото сделать. Для этого что понадобится? Но вот в моем случае я вот этой же программой, которую я сейчас стримлю, я могу просто запись сделать экрана и все, только без своей вебки. Мне понадобится камера свободная. Здесь как бы есть обложка, но к ней можно еще картинки добавить. Эти картинки можно листать, и тогда будет ясно, что надо уничтожить. Обычно, когда задача ставится там уничтожить машины, танки, все это надо фотографировать и показывать игроку. Тогда игроку будет понятно, что уничтожать. А не просто там точку на карте поставил, лети и бей, да? Это уже неинтересно. Так, теперь надо попасть на аэродром. Угу. Приближать еще бы можно было здесь. Да. Подожди, вот он так приближает. Но это будет глупо, да? Как будто их взял и фотограф сфотографировал. Улыбнитесь, ребят. А чё, да? Почему бы и нет? Стой. Можно так сделать. Вид сверху. Единственное, на карте надо будет отметить пост этот. Тогда от этого поста отталкиваться. Здесь вот приближения нету. Можно было здесь приблизить. А нету. Придется вот так вот делать тогда. Так, ну, один кадр я сделал. Сейчас у себя его обозначу. Так, это у нас колонна. Теперь кадр с вертолетами. Вот только двигаться вперед, назад, влево, вправо. Да, на карте я еще конкретно там отмечу для игрока эти цели. Блин, как ее? Вот такое вот фото можно сделать. Это более приближенное, допустим. Есть. Ой. Ну да, вертолет.
Так, и теперь можно всю базу зафиксировать. Вот она, база. Ctrl-Y. Да, я по сути могу вырезать через Photoshop. Полоса это мне не мешало. Ну, спасибо, буду знать. Тоже полезно. Так, и вот эта общая картинка будет, на которой будут отмечены еще на расстоянии, с высоты эти места. В общем, база как выглядит с высоты. Но танки отмечать смысла нету, они перемещаются. Вот еще пост можно сфотографировать. Хотя нет, пост у нас отмечен на первом скриншоте. Ну и все тогда. Я думаю, все. 3 кадра достаточно. Сейчас пойдем заниматься рисованием. В школе занимались рисованием? Сейчас я тут подготовлю. Все вкладки закроете, всякие странные, запрещенные. То спалюсь еще. Такс, поехали. Первое у нас видосик был колонна, да? Так, ну. Я надеюсь, он заскринит. Да, заскриншотил. Блять, почему? Ну у меня эти 2 монитора, поэтому он мне фотоет 2 монитора сразу. У меня один небольшой монитор, а другой современный, побольше. Так, изображение. Ну, там не надо сильно большие картинки, конечно. Ну, пускай где-то будет 1024 формат на 560. Такой вот. Так, пока не забыл. Сейчас. Пойдем еще в игру зайдем. То я забуду. Пост надо обозначить. Блин, и все же вот этот маркер, мне он не нравится. У меня глаза от него устают. Не знаю, как вам. Мне он вообще не нравится. Надо его убрать. Заполнить. Ну-ка. О, может белый сделать какой-нибудь. Вот такой. Более приятнее будет, что ли. Сейчас здесь пост отмечу. Просто прозрачности нету, что ли? Тут вот эти штуки надо регулировать. Вот она прозрачная.
Так, что еще тут у нас? Толщина. А что он не включает? Диск. Эй, проснись. Что оно не захватывает. Во. Чуть поменьше сделаю. КПП. Блин, большой. Вроде бы нормально. Можно еще вот здесь прозрачней сделать. Так, это был овал. Как-то так. Мне вот интересно, а если красный сделать, допустим, но при этом его сделать вот такой, да? Блять, тогда этот будет сливаться. Хотя, нет, этот ярче, да, получается. Ну-ка. Так вот сделать и все. Идет. Надо посмотреть, как это будет выглядеть на карте именно в игре. Планировщик нам был зайти. Да нет, там так-то оно и так понятно. По посту можно ориентироваться. Можно север, да, правильно ты говоришь, обозначить. Тоже как вариант, да. Вот она, вся моя прелесть. Блин, ну вот это надо маленько сдвинуться, да. Не, ну она вот так вот делалась. Вот под это она не рассчитывалась, что приближаться будет. Так, это что за хрень? Это кто плюнул в карту красным цветом? Так, ну вот эти маркеры, это все сразу вырубается стопудово. То, что оно вот это движется. Так, это подожди, это где у меня должно вырубаться-то? Пойдем. Сложность игры-то. Настройка. Так, опции миссии. Метки без меток. Так, внешние виды. Упрощенная динамика нет. Перегрузка, да. Реалистичная. Так, отказа мне не надо. Я даже мини-ЛС как-то пробовал здесь. Так, птицы 0. Гражданский трафик низкий. Метки игрока на карте. Режим визуальной разведки. Не знаю, что это. Что это не нажимается? Ну, ладно, пускай так. Все, пойдем картинку делать.
Так, надо вот это не забыть удалить. Это... Где она? Да не то, вот это. О. А то забуду. Все, КПП отметил. Вот так вот поточнее сделать. Яркость. Какой лучше оставить? Пускай такая будет, ладно. Тут пипец эффектов. Можно размазню сделать. В итоге вот этот контраст убираешь, и в итоге то же самое, что и было до этого. Ладно, пускай так останется. Кисть. Вот здесь мне интереснее рисовать, чем там. Там пипец. Нет, это сильно много. Блин, черный сливаться будет, да? Можно просто текст поставить. Так, хоп. КПП. Блин, но оно все равно как-то сливается. Пускай так будет. Белый. Нет, какой цвет лучше выбрать? О, зеленый ништяк вроде. Короче, КПП. Это у нас эллипс. Нет, не то. Я лучше сам нарисую. Здесь он будет машина, да, снабжение. Колонна. Блять, а здесь уже не так. Ну-ка, черный. Вот черный оставим. Вот здесь черный нормальный. Все пойдет. Так, мне надо сохранить же. Сохраненные ДКС. Миссии. Сирия. Так, это у нас получается основные задачи.
так и назову по-английски цели. О, подожди, так у меня тут и картинка есть какая-то. Можно будет картинку добавить. Сейчас. Что за картинка? Блин, что, не 2 пайнта не открою? Так, ну... Давай добавим. Тут. Сейчас. Пойдем покажу, где картинку эту добавить. Посмотрим, как она будет выглядеть в брифинге. Все, картинку добавил. Теперь как ее посмотреть в брифинге? Вот он, можно даже здесь глянуть. Вот она картинка. Так, это у нас получается колонна отображена. Сейчас надо вертушки еще сделать. Картинку можно тоже будет потом заменить, если что. Ладно, поехали дальше. Дальше вертолеты. Можно, кстати, базу сделать сразу. Ладно, все постепенно. Че у меня? Блин, сейчас, секунду. Что, блин, взял, закрыл программу. Даже вот с такого расстояния видно, да? Хорошо, эти вертушки. Что-то как-то светло. Ладно, пускай так оставлю. Блин, ну это будет эти... Ладно, не буду говорить, что лучше одним кругом обвести сразу. Вот так вот овалом.
То бы сейчас бы яйца нарисовал, да? Два круга, блядь. Че попало? Вертолеты СА сирийской армии. Да тут еще смотришь, чтобы текст не сливался. Во, нормально пойдет. Я тут даже еще подсказочку оставлю. Еще одну сейчас. Так, ладно, нет, пока не сохраним. Только надо маленький шрифт. Один, два, три, четыре. Все. Нет, картинка это будет называться у нас колонна. Сейчас там надо будет ее путь к ней переделать. Название изменилось. Колонна. А это будет верц. Ну что, пробуем еще посмотреть картинку. Мне вот что нравится, здесь не надо никакой там определенный формат, именно вот этого размер изображения. Главное не переборщить, большой сильно не делать, и все. А так вообще все четко. А вот в Арме 3, мы помню, работали. Там вот этот геморрой, блин. Там 1024 на 512 только. Либо там 512 на 256. То есть такие картинки он только читает. Да, были времена. Вот она картинка. Также приближать здесь можно в самой игре. Вот приблизил, посмотрел. Получается по цифре 1-2 вертолеты Ми-8 и по цифрой 4, по-моему. 1, 2, 4 это Ми-8. Цифра 3 это у нас 24. Вот это захваченные вертолеты сирийской армии, когда этот аэродром типа они боевики отбили. Вот, наша задача надо уничтожить эти вертолеты. Так, ну что, 2 картинки сделал. Не, раньше я это фрапсом делал. Но так как сейчас я использую программу для записи стрима, я не вижу смысла запускать фрапс, делать скриншоты эти. Если проще так вот мне сделать. Теперь основная база. Так. Стой. Стой.
А чё она? Я, видать, это полосу, когда убрал, я уже запись отключил, да? Ну ладно, вырежу опять. Блин, не то. У меня когда монитор один был раньше, я ничего не... Ну, просто вот один этот вырезал и все. А сейчас получается, как две фотографии делают. Чат он ваш фотография. Ну, кто пишет, смотри сообщения свои. Чат фотография. Тут у меня второй монитор. Пускай так будет. Можно так и оставить, по идее. Да блин, свечение оно не всегда подходит. Так, подожди, а это что я делал? Я маленько не то. Маленько не то делал, по-моему. Не с тех эффектов начал. Во! Хороший вид. Что разницы нет. Что такое радиус? Если до максимума, он тебе его расплывчато это делает маленько размыленную картинку. Это более четкое. Ну, что-то я разницы не вижу. Нет, сильный. Ну и вот, по-моему, здесь. Вертолеты. Так, теперь. Я прям так напишу, чтобы понятнее было. Юг. Блин, подожди, сильно много. Юг.
Запад. Восток. Север. Ну, сейчас же точно не перепутаем уже. Мап. Просто мап. На английском карта. Все. Достаточно. Так, ну я же все сохранил. Да, вот они. Что за картинка? Можно ее использовать. Хотя там есть картинка. Ну она это основная картинка вообще всей этой темы. Не, ладно, тогда используем ту картинку. Так, миссия у меня называется... Как она называется? Ты уже забыл. Пойдем. Надо на картинке обозначить название миссии. И тему конфликта. Военная операция в Сирии. Название миссии. Так, миссия у меня называется... Гроза небес, Нафтаназ. Нет, это какой-то не так. Нафтаназ что-то вообще не звучит. Не, название миссии-то пускай вот на картинке Нафтаназ. Тогда надо аэродром фотать тогда и названием давай Нафтаназа. Ладно, с чем придумаем. Да, надо вот иногда еще и оформление делать. Без этого никуда. Большой сильный, да? Как вот надо обозначить? Ну, пускай так и будет. Военная операция в Сирии. Все, этого достаточно. Там название есть у миссии. Все, картинки готовы. Пойдем работать над процессом уже. Ну, насчет озвучки я сценарий не готовил, у меня нету реплик. Обычно как бы озвучку тоже бывает, добавляем там что-нибудь. Музыку надо тоже нам отбирать, потому что все, что играет в начале стрима, это уже все заезжено. Что-то надо искать. Я сегодня под гитару что-то искал, но оно такое все какое-то веселое, такое. Мне хочется что-нибудь такое, чтобы как бы интересно было слушать. Ну, вот как вот, допустим, вот армейцы вот поют на гитаре там: «Здравствуй, мама, я пишу тебе письмо». Только вот про летчиков что-нибудь интересное бы найти такое, а то там
одни вот песни там «Я летаю, маневрирую, всех побеждаю», вот такая вот тема, ну такая оптимистическая. Не, это классно, здорово, но иногда хочется что-нибудь душевное, конечно. Если такие песни есть, я только за. Меняю тогда я обложку. Картинки не поменять между собой, да? Тогда порядок такой. Сначала идет карта основная, потом идет вертолеты идут. И идет колонна. Все. Готово. Вот она карта. Давай посмотрим в планировщике. Правильно я там разметил эти север, юг, запад. А то дело такое. Да, вот. Пожалуйста. Я уж думаю, уже не перепутать. Есть в отдаленном виде. Есть в приближенном, можешь посмотреть. Колонна. Вот он. Все. Готово. Так, процесс. Поехали. Триггеры. Первый триггер назовем взлет. Что он проверяет? Нет, не взлет. Вот видите, правила не создал, действие не создал, триггер удалился. Такая тема. Старт. Старт миссии. Проверка. Группа жива. Какая группа? Скорее всего, группа мы. Аэриал 1. Мы группа. Такая. Так. Лучше перепроверить. Да, Аэриал 1. Слышь? Ну это уже борзость. Я уже там действие даже выбрал. Мне вот единственное здесь не нравится, почему-то он берет и удаляет их. Вначале просто я хочу активировать что-нибудь там, текст какой-нибудь. Я, конечно, могу создать там триггер, зону, и типа я присутствую там. Не, ну у меня просто проверка, группа жива, все, Аэриал 1, жива группа. Все, создаю текст. Кстати, насчет текста, тут два типа текста. Можно сделать текст как подсказку вверху. Хотя он что у тебя слева, что справа, один фиг. Можно радио этот сделать сейчас. Так, удалить, радиопередачи включить. Вот сюда можно звуковой файл добавить, если надо. Так, модуляция, пускай будет FM, зона. Блин, ну тут все равно зону придется нам делать, да? Так, задержка 10 секунд, эффект микрофона, если, конечно, озвучка есть. Но сейчас озвучки нету,
Поэтому, так, какой текст? Длительность титров. Сколько будет? Примерно 10 секунд титры. Текст. Задачи получили. Работайте, товарищи офицеры. Такой пускай будет. Имя. Добро пожаловать. Ну и все. А чё, он глюкнутый, что ли? Или что-то я не нажимаю? Давай перезапустим, что за бред? А чё он триггер не сохраняет? Или там название лучше не трогать? Странно. Короче, эту игру постоянно обновляют. Привет, Скорпион. Ну да. Миссию, ну. Ее постоянно обновляют и где-то что-то ломают. Допустим, вот ракету они точно одну сломали у самолета грач. Блять, что тебе надо, я не понял. Ну давай еще раз. Ну, в смысле, мне же надо здесь понимать, что я делаю. Старт, миссия, ну. Создать. Группа жива, условия это есть. Дальше. Ну да, ну такая арма. Давай текст всем сделаем. Задержка 5 секунд. Привет. Ну и как, мне надо теперь подтвердить, что ли? Хоп. А, смотри, короче, что я делал. Я делал неправильно кое-какой момент. Вот здесь крестик нажимать нельзя. Нажимаешь, он тебе стирает твою всю работу. То, что ты написал. Это как отмена, что ли? Блин, из-за меня не видно опять. А, нет, видно. Вот этот крестик нельзя нажимать. И нажал на него. Ну, вот, допустим, сейчас вот. Создаю событие, да? Тиридин, тиридин, тиридин. Нажимаю крестик. Нет твоего события. Такая вот тема. То есть, если ты нажал сюда, потом отожми. Ну, ладно, буду знать. Я говорю, еще к интерфейсу к этому привыкаешь. А насчет, кстати, косяков я не просто так сказал. Ракета Х-25МЛ, она сейчас не попадает в цель. Это уже как месяц. Хотя эта ракета для меня была вторая по счету после Х-29. Я всегда ее использовал. Так, ну. Радиопередатчик, радиоменю. Что я там уже писал?
Тебе что, блин, именно здесь надо в футбол играть? Вроде там нету баскета этого поля. Пипец за домом. Мячик мне под окном. Бум, 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 бум. Это чувак баскетбол устроил здесь, что ли? Блин, я не могу понять. Это людям, блин, площадок не хватает. Надо тут под окном, я не знаю. То они любовь там строят, то дерутся, то срать ходят. Ну, все помаленьку. Я думаю, это у всех так, в многоквартирных, когда живут, всяких в ЖК. Такс, все тогда. Оп. Да ты издеваешься, блядь. Да ну вот это что это было опять? Мне что-то это бомбит уже. Почему он сбросил? Сука, опять эти что-то начудили, вот серьезно говорю. Раньше мне вообще пофиг, я вот просто нажимал, оно все сохранялось. Сейчас нифига. Ну и как мы будем условия делать? Прикольно. Так, ну во-первых, игрок стоит. Здесь А стоит, все. Что за бред-то, я не понял. Что за косяк? Триггер, правило создано и действие. Ну и что надо тебе? Текст всем. Я уже, блин, уже забыл, что писал. Что-то это вообще уже выбесило. Вот я не люблю, когда вот такая вот ерунда происходит. Когда ты что-то вот вроде знаешь, как оно делается, и ты делаешь, а оно не делается уже, прикинь. То есть оно вот ты создавал миссии предыдущие все так же, все работало, тут, блядь, оно не работает. Как это называется-то вообще? Вот ты изучай редактор, да? Вот сейчас, вот смотри, я сейчас нажму, он вот опять отклонит, да? Здесь нету никаких окей. Все, вот ты написал, создал правила действия. Сейчас вот сохранилось. То ли имя, когда пишешь, он не работает. Ну-ка, подожди, может надо что-то латинское? Старт. Вот, только я хочу сделать радиопереговор. Это радиопередача называется. Подожди. Сейчас одну тему сделаю. Раз.
Задачи получены. Работайте, товарищи летчики. Попробую озвучку забабахать. Посмотрю, как будет. Задачи получены. Я через программу записи голоса записал. В этой же папке, где миссию создаем, там еще можно добавить папку Sound на английском языке, написать. Туда можно скидывать музыку, озвучку. Вот. Я вот не знаю, как насчет формата MP3. Но вот формат OGG, который еще в армии использовался, он и здесь работает, этот формат. Так, фраза есть, сейчас я ее сделаю. Я не буду игру пока убирать, сейчас я быстро. Задачи получены. Работайте, товарищи летчики. Маленький эффект я добавлю. Так, ну, пойдем. Сейчас включим, попробуем. Короче, что я сделал? Я запустил программу для голоса, которая сохраняет формат запись голоса, экспортирует формат OGG и все. Записал свой голос, сохранил в OGG, потом у меня есть программа для дополнительных эффектов рации. Вот, нанес сверху эффекты рации для этого голоса. Ну и вот сейчас вот здесь уже готовый файл. Я включаю. Так, задержка 5 секунд. Нет, пускай будет 10. Длительность титров пускай секунд 10 тоже. Файл я уже создал, его в папку Sound положил. Вот он. Задачи получены. Работайте, товарищи летчики. Вот видите, что происходит? Я не знаю, как мы будем создавать дальше миссию. Он его не сохраняет вообще. Он события не сохраняет. Опять же, смотрите, я поменял имя. Вот здесь, в триггере имя. То есть вот это имя ты сейчас менять не можешь почему-то. Раньше это можно было. А это тебе как подсказка. Допустим, один триггер на тему там взлет, другой триггер на уничтожение. Что-то сломали опять разработчики. Вот, пожалуйста. Вот игра, она, казалось бы, всего лишь пользуется редактор почти как в ОФП. Но они что-то начинают вечно ломать здесь. Я когда сюда зашел, было все круто когда-то. Это года 2 назад было. Потом вот эти обновы пошли. Вот эти тупые обновы их называю. Иначе, не знаю, мне вот они ничего не добавили. Может, они что-то там для самой игры, именно для европейской этой техники что-то добавляют. Но вот я в грачах ничего не ощутил. Так, выполнить команду. Взрыв. Все, вот я вот сейчас имя здесь не меняю. Сука, он все равно. Короче, ребят, я не знаю, здесь баг. Не сможем мы ничего делать. Ну-ка, пойдем еще кое-что глянем сейчас. Пойдем, зайдем в редактор на другую карту.
Карта может как-то роль играть? Пипец вообще. Создать. Кавказ. Это баг. Не было такого раньше. Делаем то же самое. Да. Это, конечно, лажа полная. Угу. Я просто не понимаю, почему он так работать стало. Почему она без моего, так сказать, ведома берет и удаляет? По идее, я, если захочу, я должен удалять эту строчку. Ну, здесь, допустим, поставил, да, все. Нажимаешь сюда, заходишь, он тебе хренакс удалил, прикинь. То есть он, получается, радиопередатчик, он его не воспринимает в твою настройку, так что ли? Такой бред вообще. Знаете еще в чем может быть нюанс? Сейчас. Блин, ну это тупо. Раньше не было такого. Они что-то намудрили здесь в редакторе. Раньше вообще пофиг как-то. Ну, даже если что-то неверно написал, оно все равно строка осталась. Ты потом в игре проверяешь сам. А сейчас получается, он тебе берет и ее удаляет. Без твоего вообще согласия, короче. Ну, давай обозначим зону. Добавить триггерную зону. Назовем ее база Рус. Так, копирую триггер. База enemy. Будет 2 триггера. Можно даже просто так вот сделать. My база. Моя база. Че, пробуем? Старт миссии.
опять проверка. Группа жива. Может, из-за того, что он зону не находит, он воспринимает это как ошибка и убирает строку эту. Вот, здесь нам надо... Видите, зона, видите, здесь вот она сейчас хоп указывается. Вот, может, из-за этого. То есть надо этой настройке дать понять, что эта зона присутствует, и все. Так, эффект микрофона, задержка. Что такое задержка? Задержка, тут мы появились. Сработала активация этого триггера, но действия сработали не сразу. А именно, вот если я здесь ставлю 10 секунд, через 10 секунд они только сработают. То есть, даже если активация сработает, 10 секунд надо подождать, чтобы сработало действие. И когда появляются титры, которые так, задача получена. За работу. Товарищи летчики. Ну, а здесь титры. Титры это вот как раз текст вот появляется, который он может сразу исчезнуть, а может секунд 10 на экране повисеть. Ну, 10 секунд пускай повисит. Все, открываю опять файл. Фраза есть. Ну что, закрываем? Во. Вот, скорее всего, здесь вот эта ошибка. Он не мог найти зону, наверное. То есть сейчас система работает так. Если где-то что-то переменное, неправильно или что, он эту строку сносит и все. Ну, давай проверим, как это работает. Я уже думал, глобальный баг какой-то. Нет. Обошлось. А то я что, блин, зря сегодня расставлял столько всего. Фига я времени не потратил. Мне надо, чтобы у меня время оправдано было. И чё? Прелесть какая. У нас на иностранном языке все работает. Мне просто непонятно, зачем мне не сработало. Группа жива. Радиопередатчик. Задача. Задержка в секундах 10. Так, ну давай тогда не группа, давай на мне. Реал 1-1 тогда. Хотя нет, мы же группа. Группа жива, ну. Что-то, короче, с этим радиопередатчиком он корявый, не работает, что ли. Ну, раньше же работал. Че сейчас-то? Ой-ой-ой. Не знаю. Короче, ам поставил. Модуляция ам. Есть еще один способ. Сейчас, если этот способ он не работает, пошел нафиг.
В прошлой миссии я этот способ использовал, он работал. Сейчас что-то он мозги мне мурыжит. Вот он сейчас через 10 секунд должен проиграть звук. Без понятия, что ему надо. Подожди, а чем у нас самолеты не запущены? У нас же они должны быть запущены. Запуск, горячий старт. Что там было в атаке? Во! Я понял, в чем суть. Вот эта тема работает, когда у тебя самолет запущен. Так что ли получается? Пипец. Ну вон, видите текст слева вверху. Блин, ну я не знал, я думал, это оно вот так может звучать. Ну ладно, с этим разобрались. Блин, ну это пипец гемор, конечно. Раньше как-то проще все это было. Сейчас что-то... Или я просто забыл, как это... Но, блин, я вот точно так же вроде делал тогда. У меня все четко было. Так, все, взлет выполняем, получается. Потом самолет подлетает на ППМ. Нет. Здесь надо будет тогда не так сделать. Ну-ка. Сильно много. Это 20. Создается триггер в зоне противника. Или вражеская зона, пускай будет. Вся группа в зоне. Вот. Ну опять же, вся группа. Что попало будет. Потому что кто-то отстанет. И что, мы будем летать, его ждать в зоне? Не, я имею в виду, вот с ботом я сейчас буду летать, он где-то затупит. Так, объект shift, объект в зоне. Ориентир будет по первому самолету, то есть по мне. Так, что еще хотел добавить? Точно, у меня в миссиях есть еще одна штука интересная. Оповещение я еще с армы взял. Колокольчик такой бряк. Срабатывает, как для подсказок специально. Можно добавить этот озвучку потом еще. Ну, ладно. Такой вот звук. В игре нету никакого звука здесь, просто текст. Где сам добавляешь свои звуки. Вплоть даже вот такого день. Так, здесь. Кстати, второй способ, как создать звук и текст. Выбираем, допустим, звук всем. Выбираем файл звуковой, который сделали.
Допустим, задержка, пускай будет секунды 3. И надо создать одновременно с этим текст еще. Не обязательно текст всем или звук всем. Можно сделать звук, допустим, группе. И текст группе. Задержка, там звук у нас 3 секунды задержка, значит здесь тоже 3 секунды, чтобы оно совпадало. Может даже сначала, допустим, сработать текст и звук после него. Так, я поменял их порядком. Подсказка где-то 10 секунд, пускай. Длительность подсказки. Вы находитесь в зоне боевых действий. Осторожно. Враг использует ПВО против наших самолетов. Вот такое вот оповещение будет. Я надеюсь, оно сохранится. Ура! Фига себе, оно сохраняется. Классно. Так, ну что, создал я 2 события. Значит, проверка, что я появился. Начинаю взлетать. Озвучка радиопереговоров. Затем создал событие, это уже когда я добираюсь до зоны. Вот, также можем добавить музыку. Ну, сейчас добавлю музыку, правда, которая уже играла какую-нибудь. Так, что можно? Давай что-нибудь сейчас. Опять же, звуковой файл просто нужен. Все в формате ОГГ. Музыка, голоса, все звуки. Блин, а что забавить, не знаю. Ну давай звезды добавим, ладно. Звезды 3000, исполнитель смысловые галлюцинации. Блин, надо ее перевести. Сейчас я ее в формат ОГГ переделаю. А я не знаю, ну-ка давайте проверим, будет он читать MP3. Может он будет ее читать. Так, старт миссии. Можно сделать все за одно событие. Нет, я бы сделал все-таки, игрок покидает базу. То есть вот между этими триггерами создал бы еще триггер. Покинул базу. Проверка. Ну, можно всю группу проверить. Вся группа вне зоны. Добавляем звук. Звук для группы. Пускай где-то задержка 5 секунд. Не. Видите, он игра тебе даже сама говорит формат ОГГ и только WAV. Не получится.
Сейчас надо музыку переводить в формат ОГГ. Было бы, конечно, классно, если бы можно было перевести в формат MP3. Ну, как бы это, если можно было MP3 использовать. Сейчас я пересохраню. Да, я делаю полноценную миссию, как бы называется полный сценарий. Ну, правда, у меня он не написан нигде, это я так уже в голове его маленько преобразовал в миссию. Так, как называть файл? Допустим, трек. Трек 1. Все, здесь сейчас открываем его. Пускай играет. Включил такой, да, создаешь. Не, ладно, не надо. Так, ну что, старт миссии, покинул базу, влетел во вражескую зону. Ну и все, а дальше нам надо сделать уже проверку. На уничтожение цели и все. Какие модули? Привет. А, да, мы вон карту купили. Нам эти модули не интересны сейчас. У нас все, что есть пока. Ну, точнее, все, что нужно, у нас есть. У нас карты не было интересно. Сейчас вот мы карту взяли. Пока этого хватает. Так, значит, колонна снабжения и вертолеты, да? Так, вертолетов у нас получается. Ну, их можно, кстати, повреждены сделать. Как поврежден. Давай попробуем условия сделать. Так, вертолет Таргет 1, Таргет 2, 3, 4. Сейчас создаю. Прям так. Вертолеты. Сейчас посмотрим, есть ли тут условия объект поврежден. Да, вот объект поврежден. Да, вот он. Таргет 1. Блин, за игрока, что ли, эту подсказку еще сделать? Это надо будет опять помучиться немножко. Ну как помучиться? Время потратить. Сделать оповещение на каждый вертолет. И все.
Блин, это надо все так просчитать, конечно. Нет, давай так сделаем. Вертолет 1. Таргет 1. Создать. Звук всем пускай будет. И создать текст всем. Звук. Задержка секунда. Звук всем. Так, текст всем. Тоже задержка секунда. Табличка где-то будет 5 секунд висеть. Подсказка. Один из вертолетов получил повреждения. Критические повреждения. Продолжайте в том же духе, как подсказка. Вот, теперь что можно придумать, чтобы на каждого не прописывать клон, клон, клон. Вертолет 2, вертолет 3, 4. И здесь вот проверку надо поменять. Так, 2. Так, 3. И вот у меня сразу вопрос такой, а как вот она работает здесь, вот эта система? Либо эти события все должны сработать по порядку, то есть может так получиться, что вот если вот это событие сработает, а вот это нет, то вот это тоже не сработает. Чтобы вот это событие сработало, надо, чтобы вот это сработало. Либо оно выполняется именно по вот этим правилам только. Вот. Тут надо будет это проверить. Ошибочка. Вертолетов. Готово. Так, дальше. А колонна будет полностью... Колонну надо полностью сжечь. Ой, не колонну, а спецтехнику в колонии. Спецтехника, значит, таргет 01 и таргет 02. Создаем событие. Колонна. Проверка. Объект уничтожен. Ищем. Таргет 01. Еще раз создаем. Не, можно даже так сделать. Сделать клон. И выбрать таргет 02. Все. То есть, если две цели эти уничтожаются, мы получаем опять же звук всем. И оповещение. Ой, текст. Текст всем. Кстати, на вертолеты тоже надо будет сейчас финальную, это итоговую проверку, что все вертолеты повреждены. Так, звук. Sound hint, задержка. Секунда здесь тоже.
5 секунд, задержка секунду. 5 секунд будет табличка-то висеть на экране. Отлично. Нет. Колонна специальной техники. Не колонна, нет, неправильно. Отлично. Специальная техника. Уничтожен. Ошибка. Специальная техника. Ну ладно, пускай будет так. Так, а вот здесь вертолет-то я не сделал. Надо еще создать проверку на все вертолеты же. Надо сделать. Все вертолеты. Объект поврежден. Так, это 1 клон и 4 штуки. То есть идет проверка на каждый вертолет. То есть вот так, если объект поврежден, ну, допустим, вертолет поврежден первый, и второй, и третий, и четвертый, тогда выполняется действие. То есть я сделал две проверки. Я сделал каждый вертолет по отдельности, чтобы оповестить игрока, как подсказку ему сделал, что типа ты попал в этот вертолет. Интересно же знать свой результат. Вот. И сделал, допустим, итог, когда все вертолеты повреждены, то есть задача выполнена. Вот и все. Это можно сделать звук, хотя ладно, пускай всем будет. Текст всем. Эти звуки можно в рингтон зайти мобильный в интернете, да, найти там всякие бим, бум, тюн, пук, пук и добавить в игру, и все оповещение. Не, одно дело, когда у тебя просто текст на экране отображается, а когда еще с дополнительным каким-нибудь звуком, оно намного интереснее, как-то ты внимание сразу обращаешь на него. Вот этот звук, это еще с операции Flashpoint игры. Вырезан оттуда. Это хинт там вот в игре в армии. Хинт, вот подсказка, когда вылазит, там бик брякает. Я его в армии 3 везде использовал, этот звук. Сейчас он и здесь пригодился. Полезный. Так, здесь задержка, здесь задержка. Отлично. Отличная работа. Все вертолеты обезврежены. Вот. Теперь нам нужен итог. Итог какой? Который проверяет полностью. Вот. Но так как мы на вертолеты делаем условия на повреждение, а на колонну делаем полное уничтожение этой техники, да, которая там, ну, вот эти две спецмашины, то придется и условия делать. Можно сделать вот так. Можно вот это условие просто скопировать и маленько переделать его. Так, все задачи назовем. Вот к этим всем, кстати, звуки это все тоже надо будет сейчас, можно это не убирать. Вот к этим всем мы добавляем еще, делаем клон, только уже объект уничтожен, и ищем машины.
первое и клонируем еще вторую машину. Вот. То есть получается вот это правило, оно такое длинная проверка будет. Он проверяет у нас, что вертолеты 4 повреждены и 2 техники уничтожены, которые это все основные цели. И тогда уже выполняется у нас основная задача боевая, общая прям. Задача выполнена. Возвращайтесь на базу. Все. Ну ладно, задержку я маленько сделаю побольше, 3 где-то секунды. Ну вот и все. Можно дополнительную задачу сделать. Ну, блин, нет. Не вариант. Мне кажется, не хватит у нас боекомплекта ударить по танкам. Мы только можем нанести повреждения вертолетам. Кстати, почему именно повреждения сделал? Потому что даже если мы фабы будем сбрасывать, они вот на таком расстоянии не смогут сильно... Ну, они не уничтожат 2 вертолета. Они их только повредят. То есть я вот эти моменты просчитал. А если ты только попадешь между ними, а если ты попадешь в один вертолет, ты его только уничтожишь, а второй целый останется. Это сколько надо фабов сбрасывать тебе? А у нас всего заряжено по 2 500. Ну и с колонной также. Ну колонна-то ладно, ее можно и пушкой отработать. Ракетами, нарами. Здесь техника такая как бы. А вот с вертушками не знаю. Первый раз сейчас пробую такое задание. Сейчас еще будем с переменными с вами работать. Надо результат. Ну, результат он для одиночной игры работает. Ну, я пропишу, я сделаю его все равно сейчас. Так, мне сейчас надо завершить миссию уже. Все, задачи все выполняются. А, кстати, здесь можно уже переменную сделать. Когда вот эта задача выполнится, создаем. Создаем флаг. Устанавливаем флаг 1. Что такое флаг, сейчас объясню. Вот это запомните в действиях. Так как активирую флаг 1. То есть даю игре понять, что флаг 1 готов к использованию. Создаем здесь событие. База. Первым делом нам надо проверить, что этот флаг активирован. Вот, значение флага true. Цифра какая там была, 1 указана. Вот. То есть все, я даю в правилах проверку, что я этот флаг проверяю, что он активировался. Ну, что выполнилось вот это все. Вот. И идет цепь уже дальше. Все, дальше какая проверка срабатывает? Нам надо уже проверить, что самолет прибыл на базу. Так. Вся группа в зоне, допустим. Или же. Ну да, лучше пускай вся группа в зоне будет. Территория базы. Какую еще проверку можно сделать? Не вся группа. Может бред сработать с этим ботом опять. Объект в зоне. Мой основной самолет. Короче, все лучше делать на основной самолет. Уже на грабли эти наступали. Теперь следующее условие. Надо посмотреть, проверить, что самолет приземлился.
Высота над уровнем земли менее чем 20 метров. Нет, пускай 10 метров. Все. Дальше про это оповещение делаем. Опять же, звук все... нет, здесь можно сделать звук группе. И текст группе. Задержка, пускай секунда будет. Здесь тоже секунда. Блин. Верните самолет на стоянку. Так, знаете, что я еще сделаю? Я все-таки значение сделаю не один, а другой. Я потом объясню, почему. Вот здесь я поставлю значение, пускай будет 10. И здесь проверка 10. Можешь хоть 1000 поставить. Главное, чтобы соответствовало с активацией. Это как код. Ты создал в игре код, и в другом событии его активируешь, как просто перепроверяешь, сделалось ли предыдущее событие. Очень удобная штука, кстати. Так, здесь тоже создаю флаг. Можно, кстати, флаг устанавливать не общий, а можно со значением делать. Если у тебя много событий в миссии, ты можешь сделать флаг 1, значение, допустим, 2. И тоже можешь хоть здесь 1000 делать, и здесь хоть 2000, 3000, без разницы вообще, как хочешь. Да, вот так вот. Ну, как правило, вот у меня в миссиях максимум было 5 событий, 6. Мне хватило всего 2, 3, 4, 5 флагов, все. Помимо основных условий. Так, устанавливаю флаг. Ну, пускай будет 11. Что он проверяет? Тут надо уточнить, какую парковку. Парковок много. Верните самолет туда, откуда... Нет, не... Блин, как... Верните самолет на его место парковки. Блин, ну может так будет понятней. Ладно, пускай будет так. Теперь надо же проверить, вернул ли он самолет, игрок, на свое место парковки. Для этого создаем триггер маленький. Вот такой. Можно квадратный сделать. Оп. И написать парковка, только латинскими. Вот. Следующий триггер. Делаю клон. Парковка. Значение флага 11. Объект в зоне парковки. Скорость ниже. Хотя, блин,
Нет, это уже не надо. Все, главное, чтобы объект был на парковке, больше ничего не нужно. Дальше что у нас происходит? Это все убираем. Хотя нет. Блин, надо было не убирать. Ну, ладно. Что хочу еще сделать? Не, давайте завершение уже добавим, хватит. Все, создаем завершение миссии. Все. Так растянул. Тут можно миссию на паузу поставить, миссию перезапустить, миссию снять с паузы. Короче, все за игрока делать. Все, вот, завершить миссию. Победитель красный. Текст. Отлично. Все цели выполнены. Задержка, ну, где-то секунд 30. Все, миссия готова. Вот так она пишется, миссия. Но это вот в таком редакторе. Не, если ты шаришь в скриптах, то можешь скрипты делать. Тут вот скрипт инициализации. Открываешь и работаешь. Так, теперь что я хотел сделать? Есть, я уже как бы не первый раз рассказывал об этом в полетах, кто играл, кто смотрел стримы по ДКСу. Есть очки, которые даются за уничтожение просто единиц техники, они как это для тебя, чисто чтобы у тебя оптимизма больше был. А есть результат основной, который идет за миссию. Если ты тем более играешь один, не в онлайне, а один. Вот, а миссии я делаю, допустим, у меня и для одиночки, и для кооператива одна и та же миссия, просто сохраняю в разных файлах. Вот, в одиночной миссии, в одиночной игре проще всего зарабатывать звание. Сейчас я покажу. В игре есть такая вот штука, летная книга называется. Эти медали, это все, это вот у тебя идет результат твой не только за то, что ты там где-то проходишь какую-то миссию, кампанию, даже за твои полигоны. Если ты играешь один. Если ты играешь в онлайне, там, по-моему, ни хрена оно не идет. Вот, а если один играешь, да, ты можешь зарабатывать повышение звания. То есть начинаешь с лейтенанта вообще. То есть вот это все заработано, это на миссиях. Я сам же создавал свои миссии и выполнял. Вот я заработал медали, капитан. Вот, чтобы вот это все зарабатывать, сейчас объясню, что нужно в миссии делать. Прописывать. Дается 100 очков на максимальный результат. Вот, 100 очков. Эти 100 очков ты можешь хоть на базе в начале прописать, сразу получишь их. Да, так ты еще не летал, подожди, а то еще скажешь, блин, ни хрена ты на миссию создал, у меня теперь, блин, хоть огнетушитель с собой бери сразу под стул. У меня есть миссии в армии, знаешь, какие были, там у пацанов до сих пор горит, наверное. То боты их убивали жестко, то еще что-нибудь. Мы с тобой процесс-то еще не играли. То, что я написал, это пока только первый такой момент. Дальше-то тестирование, корректировки, исправления, без этого никуда. Где-то что-то может неправильно сработать. Поэтому, ну если это все за раз работать, то я вообще буду рад этому, чтобы не ковыряться в этом опять. А так, да, придется каждый опять проверять. Вот эти значения, вот это все. Так, ладно, давайте очки сделаем. Вот они, цели миссии. Вот, здесь можно создать. Видите, 100 очков дается. О как. Только в сети. Так здесь не только в офлайне можно сделать. Мы можем два условия здесь сделать. И на офлайн, и на сеть, да? Или нифига. Хотя, да, вот клон делаешь и два разных. Так, значит, один офлайн.
другой красный только в сети. Вот. А теперь эти 100 очков надо поделить. Не так, чтобы в начале, знаешь, как халяву. На тебе 100 очков, живи счастливо. Тогда ты можешь просто Escape нажать, даже не играть в эту миссию. У тебя будет завершение уже. Да, ну реально, если 100 очков этих результатов получаешь, то ты можешь выйти из задания. Это уже выполнена миссия считается. А, ты про это? Так я уже миссию сделал. Я ее допиливаю просто. Я уже написал же ее. Это уже все готово. Так что смотри. Можем скоро полеты даже начать. Вдвоем даже интересно. Протестировать будет. Хотя... Слушай, не, на сегодня не обещаю, у меня дела. Хватит пока. А вообще поиграем, конечно. Так. Чё, сколько дадим очков за взлет? Ладно, 10. 10 очков даем на взлет. Правило. Вся группа вне зоны. Все, они покидают эту зону и получают 10 очков. Наш самолет. Дальше клон 1, клон 2. Можно именно создать, допустим, чтобы не путаться, взлет. Нет, не так. Или даже... Так, оффлайн. Блин, ребят, давайте не будем геморрой тут устраивать. Это, блядь, сейчас перепутаешь здесь. Давайте сначала оффлайн сделаем. 10 очков. Взлет. Создать условия. Группа вне зоны. База. Все, 10 очков за взлет. Дальше. Нам надо 100 очков поделить. 20 очков дадим за то, что добрался до зоны. Вражеская зона. Создаем условия. Меня не видно. Блин, точнее меня видно, и я все закрываю. Самое основное, да? Так, вся группа в зоне. Во вражеской зоне вся группа. Дается 20 очков. То есть 2 грача должны сюда добраться. Теперь, вот как раз вот я насчет флагов и говорил. Дальше теперь с флагами придется работать. Все вертолеты. Так, в итоге 10 плюс 20, 30. У нас еще 70 очков. 70. Как нам их раскидать? По 20. Не, по 30 на задачи. И 10 еще на возврат. 10 возврат. Тогда он делает все вертолеты. Создаем флаг. Цифра, пускай будет 2. Вот. Для колонны создаем тоже флаг. Со значением 3.
и база. Тут флаг уже стоит. Ну, давай сделаем парковку. Создадим флаг. Со значением 4. То есть ты не просто должен вернуться на базу, ты должен до парковки добраться. Вот, но при этом завершение миссии тогда сыграется у нас где-то через минуту. Вот, теперь все надо активировать здесь. Создаем. Проверка на вертолеты. $30 очков. Условия. Значение флага должно быть равно 2. Делаю клон. Колонна. Значение равно 3. Делаю клон. 10 очков. База. Парковка. Значение так. Вот здесь. Значение 4. Все, теперь то же самое надо сделать для сети. Клон, 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 клон. И теперь надо, главное, тут не запутаться. Начинается все со взлета. Мы делаем красный только в сети. Вражеская зона только в сети. Вертолеты только в сети. Че, Эдуард, пора тебе звание поднимать. Хватит уже. Балдеть. Какой у тебя там лейтенант еще до сих пор? Надо сделать тебе звание. Вот. Ну вот и все. И в итоге вот и считаем 10 плюс 20 30, 30 30 60 плюс, ну это 90 будет, и парковка 10, в итоге 100. Вот и все, наши 100 очков. Вот так вот они и делятся. Так, пока далеко не разбежались. Все, миссия готова, надо в нее играть. Но играть точно не на этом стриме уже. Давайте подкорректируем быстренько те миссии, которые мы играем на стриме. Начнем с полигона. Теперь понял, почему у нас не работают очки в онлайне. Мы можем единственное, Эдуард, с тобой полетать через, может, пару часов. Но не сейчас. Я пока надо отдохнуть. Так, вот у нас кооперативная миссия, мы играли. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну чё, меня электричество вырубили, сколько его не было? Час, наверное, да, не было? Офигеть. Просто резко так щелк. Фишка в том, то, что я не это... Сейчас. Фишка в том, то, что завершить-то я не могу, когда у меня это... Как он выключается, допустим, если какая-нибудь неполадка, трансляцию не завершишь, и они не завершает никто на площадке. Она будет висеть бесконечно, короче. Такие вот дела. Но я успел как бы сделать миссию. Так, сейчас еще секунду. Говорю, микрофон вырубил. Миссию-то я завершил, разработку. Перед тем, как у меня свет отрубили. Единственное, надо это...
Моменты там кое-какие тоже поправить в других миссиях. И еще какой нюанс. Вообще, как бы свет должны были через пару часов еще дать. Просто раньше врубили. Все, надо будет тестировать миссию, потом играть. Но сколько вот разработка ушла, я сейчас не смогу посмотреть. У меня программа сбросилась. Потом посмотрю по завершению трансляции. Так. Вот так вот создаются миссии в ДКС. Обычные, без всяких там супер-мега скриптов. Но потом тестируются, корректируются. Были моменты, тоже создавала как-то тоже несколько миссий, и они какое-то обновление выложили. И там какие-то сбои тоже начались. Пришлось заново все исправлять, корректировать. Так, миссия, значит, готова, но мы делали вот это, да? Да, это все сохранилось. Вот. То есть все готово. И я хотел заглянуть, значит, кооперативной миссии, которую мы играем с Эдуардом. Там у нас получаются очки офлайн стоят. Для онлайна они не созданы. Вот, то есть что можно придумать? Так, это я загрузил первую миссию чеченскую. Здесь вот тоже раскидано 20, 20, 20. Так, сейчас я себя спрячу. Вот, ну тут вот возврат. Так, так как это кооперативная миссия, делаем вот так вот. Вот, и вот такой момент. Возврат на аэродром. Так, объект в зоне, объект, высота над уровнем менее чем 10 метров. Так, звук группе. Флаг установить. Флаг установить 4. Опачки. А где завершение? Завершения-то нету, да, я смотрю. Так, устанавливается флаг. Текст 7. Ага, флаг 4. А завершить-то надо миссию тоже. Завершить миссию. Задержка 60 секунд. Победитель красный. Отличная работа. Ну, в общем, вот в таком темпе надо будет сейчас эти миссии доработать. Вот, но это все уже вне стрима я сделаю. Все, я думаю, на сегодня этого достаточно. По идее, стрим может закончиться, наверное, час назад. Просто так получилось, что не вовремя вырубили электричество. Ладно, увидимся. Не знаю, сегодня увидимся, не увидимся, пока не обещаю. Вот, но в следующих стримах все. Всем всего хорошего. Изучайте, кому интересна эта игра. Может, кому-нибудь редактор пригодится. Может, чем-то что-то полезное тоже извлечете для себя. Все, до новых встреч. Что у нас там по голосовалке, кстати? Создаем миссию. Танцуем. Подожди, что там у нас еще? Танцуем, колдуем, поем. Ну, видали, какой разнообразный стрим был. Так что занимаемся творчеством. Все. Пока-пока.